Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что в этот сегодняшний воскресный шум вы настроились на нашу волну и уже готовы обсуждать самое главное и самое важное. Я очень люблю шум именно по воскресеньям, потому что всегда есть возможность как-то через день тишины в телеграм-канале, да, через какой-то... Хотя понятно, что все в новостях, все понимают, что происходит, и, конечно, все отслеживают и держат руку на пульсе. Однако есть возможность как-то оценить ситуацию, обстановку и, конечно, вместе, да, подумать над тем, а что вообще происходит. Тем более, что сегодня еще один дополнительный повод задуматься где-то о духовной составляющей всего происходящего. Это праздник большой, церковный, Троица. Зеленые праздники, зелені свята, день, который по-настоящему ознаменует снисхождение Святого Духа, день, который по-настоящему дает возможность вспомнить тех, кто не с нами, тех, кто ушел, подумать о том, что будет, да, какое-то прощение, какое-то спасение, надеяться на него и молиться о нем. День, который всячески затерт всяким ужасом и такой немыслимой пропаганды, всяким таким дерьмом этой немыслимой пропаганды, в котором будем разбираться. И этими новостями, которые абсолютно не сулят ничего хорошего. Забит этот день. Но тем не менее, несмотря на общий фон происходящего, несмотря на жесточайшую войну, которая не останавливается на православных землях, несмотря на состояние, в котором мы пребываем, и как маятник, да, то есть кто-то радуется, кто-то горюет, радуется и горюет, это раздергивание, да, тем более для украинцев знакомое. Все-таки я всех поздравляю. Спасибо всем большое за то, что мы вместе. И это наше единство в этот светлый день, оно, наверное, неспроста и поможет. Потому что все, что Богом уготовано, тому и быть. Да? И нужно пройти с честью все испытания, какие бы хитрые, коварные и злые, греховные они ни были. Поэтому всех с праздником и всем Божьей помощи и ангела-хранителя. Начнем традиционно наш шум с любимейшей игры в города. Это еще один момент единения. Это момент, когда по-настоящему хочется прикоснуться в разные уголки мира. Это день, когда хочется по-настоящему взять и каким-то образом всех соединить одной незримой нитью шума, и это получается. Спасибо большое за то, что пишете. Откуда вы? Это всегда мне очень нравится. Если в записи смотрите, то тоже в комментариях напишите. И в чате трансляции Лиссабон у нас, Каунас, Ереван, Купянск, Париж, Осетия, Алания, Санкт-Петербург, Тбилиси с вами, спасибо большое. И Харьков тоже смотрит, Варшава, Санкт-Петербург, Сумы, Белгород, добрый вечер с Троицей, Краснодар, Дальний Восток, Находка, вы как Находка у нас, с другого края географии, Одесса, Адыгея смотрит, поддерживает, спасибо большое, Карелия, Днепр, Симферополь, Ярославль, Баку, а это Челябинск праздником, Англия с нами, Англии привет, Ровеньки, ЛНР, Тольятти, Рига, Архангельск, Торжок, Москва, Бора-Бора, Минск, Москва, Испания, Италия, Кипр, Екатеринбург, Коктебель на связи, Нью-Йорк тоже тут. Спасибо большое за то, что пишете. Это, знаете, по-настоящему поднимает настроение и объединяет. И я примерно понимаю, да, какой сегодня будет шум. Он будет очень непростой, эмоционально тоже, но этот заряд, он абсолютно меняет картину дня или дней, информационные эти сообщения, эти размышления, потому что когда нас много, и мы с таких разных уголков, это по-настоящему вдохновляет. Чернигов, Русский, Майами, Орел, Петербург, Бора-Бора было. Значит, друзья, давайте проголосуем в таком очень и очень неоднозначном вопросе. Что вообще происходит с телами? Значит, всем напоминаю, да, Стамбул, договорились о том, что будет большой обмен всех тяжелораненых, тяжелобольных и молодых до 24 лет. Российская сторона примерно подсчитала, говорит, в районе 1200 человек, то есть будут обменены. Российская же сторона предложила 6 тысяч тел погибших солдат вооруженных сил Украины. Там сначала прозвучало офицеров, в общем, там
как бы военнослужащие украинские, их тела передадут на украинскую сторону для того, чтобы похоронить по-человечески, для того, чтобы, собственно, люди могли попрощаться, люди не были в подвешенном состоянии, то есть человек много, там, некоторые по нескольку лет пропавшие без вести, и вот чтобы у них был четкий ответ, да, то есть вот так или не так, ну или там месяцы, да, какие-то, которые семьи живут в неведении. И вот, собственно, предложение было 6 тысяч тел. Мы обсуждали в шумах на неделе и с гостями на моем канале о том, что Умеров после этого Стамбула 2 числа говорит, будет обмен 6 тысяч на 6 тысяч. Сразу все так почесали немножко репу и подумали, подождите, а откуда у украинской стороны 6 тысяч трупов? Потому что смотрите, это целая инфраструктура. Их нужно собрать, сложить в одном месте. Это очень циничные вещи. Я вот вспоминаю, да, когда там некоторые возмущаются и пытаются из этого делать пропаганду. Это не пропаганда. Ну, есть определенное действие патологоанатомов, да, для того, чтобы как-то это тело сохранилось, хоть в каком-то, да, состоянии. Потому что, понятное дело, там, гниение, трупные пятна, вот это все, разлагающееся тело – это ужас. Но, тем не менее, их нужно где-то как бы хранить, да, их нужно перегрузить один раз, потом второй раз, доставить, привезти, обменяться. Вот это прям целое дело и целая задача. И вроде как, ну, то есть сказать, что это какие-то понты, да, и это вот какие-то политические игры, как нам сейчас вешают со стороны того же офиса президента, как Зеленский начинает говорить о там неидентифицированное или там неопознанное. Это на самом деле большая проблема. То есть, ну, никто не будет этот огород городить, да, в одностороннем порядке, потому что это вот прям настоящая спецоперация. Ну, не в военном смысле, в полувоенном смысле. Мы видели, да, как это все происходит. Российская сторона это все сопровождает прессой, причем иностранной. Это длится уже вторые сутки. Вчера началось, сегодня продолжалось. Будем об этом всем поговорить. Попробуем попытаться разобраться. В общем, что происходит с телами? Варианты ответов на сегодняшний опрос. Значит, мухлюет Российская Федерация. Мол, так не договаривались. Это она в одностороннем порядке, да, вот, взяла, привезла, и вот такая вот история, мол, вот мы привезли, забирайте, почему вы не забираете, чтобы обвинить Украину. Ну так, по крайней мере, выстраивают эту логику со стороны украинской стороны переговорной группы. Второй вариант. Мухлюет Украина. Это удар по имиджу. Объясню, это в любом случае удар по имиджу. То есть договаривались, не договаривались. Речь идет не просто о ком-то, да, давайте приедем, встретимся, как там Зеленский в Анкаре. Я тут, типа я здесь, приезжай, Путин. Нет, речь идет об украинских военнослужащих. Там опознаны, не опознаны, в каком проценте, надо перепроверять за ними, да, то есть так это или не так, там ДНК-тесты, если потребуется, там все ли останки в каждом мешке совпадают, тоже ужас, конечно, был, да, какой-то и кошмар, когда родные, тоже я в шуме показывал, сестра, да, плачет в истерике, говорит, вообще другого человека, ну, погибшего, да, солдата прислали, типа хороните. А где наш? То есть это же не он. Ну, в общем, никто не разбирается. Это очень такая тяжелая, закрытая тема. Она требует действительно вдумчивого и такого грамотного подхода. Должны работать специалисты, профессионалы. Но такие, не заангажированные, не политические. Но удар по имиджу почему? Потому что, во-первых, количество 6 тысяч. У нас официально признано потери 46, там уже посчитали, это там 13 с копейками процентов от заявленных Зеленского, информация Зеленского, да, заявленных потерь. Вы помните, да, там считали западная пресса там 80 тысяч, некоторые 100 тысяч. Но это все не бьется, потому что если вот так за один акт передачи с российской стороны, вот такая огромная, ну, скажем так, масса тел, да, то сколько их всего, а сколько они смогли достать, а сколько еще в земле, а сколько будут, как после Великой Отечественной, да, вот эти целые поисковые отряды создавались и находили и немцев, и солдат Красной Армии, и потом спустя там десятилетия передавали, то в Германию отправляли останки, то кому-то по
бывшему Советскому Союзу. То есть это целая процедура. Имидж и потери, как финансовые нужны компенсации, так и в принципе, да, то есть инфраструктурно это, конечно, серьезный шок. Плюс еще солдаты на передовой, они же продолжают воевать сейчас. Они же так смотрят на это дело, на эти все танцы вокруг тел. Потому что вот эти тыловые всякие, о них там дальше тоже поговорим, разного рода эксперты какие-то там, не знаю, очень бравые солдаты, да, которые там ничего не боятся, сидят где-то или за границей, или там подальше в тылах, которые ратуют за войну, они не сталкиваются, для них это просто чьи-то кости. А солдат, который на передовой, у которого честь мундира, который борется за свою страну, некоторые за государство даже не борются на передовой, я знаю таких солдат лично, они борются за страну, да, у них большая дилемма, да, сейчас, когда они видят в Сумской области продвижение, а там рядышком дорогу делают, тоже потрясающе. В самом городе Сумы там строят офисное помещение с такими достаточно крупными бюджетными средствами, там 56 миллионов, кажется, гривен выделили для того, чтобы какое-то помещение облагородить под какой-нибудь там офис, да, власти. Они смотрят, они говорят, подождите, за страну, да, но тут не за государство. Так вот, эти солдаты, они же следующие в этих мешках, они это понимают. Нет, никто им этого не желает. И они друг другу себе и друг другу тоже не желают. Но они понимают, что они ближе к этой участи, чем кто-либо другой. В результате какого-нибудь мясного штурма или прилета чего-нибудь, какой-нибудь контратаки, какой-нибудь ситуации, они могут оказаться внутри этого мешка, в рефрижераторе. И поэтому они достаточно так вот скептически смотрят на то, что происходит сейчас, и действия как, понятно, там, если, допустим, российская сторона это по ту сторону окопа, это враг, да, но они на своих смотрят, а как вы себя ведете? Этой ситуации вообще нельзя было допускать. Так вот, второй вариант мухлюет Украина, да, то есть Россия, Украина. Третий вариант, такой максимально технологичный, я вижу, что за него не так много голосуют по состоянию на сейчас. Просто нет технической возможности забрать. Анна, салам, спасибо большое за поддержку, спасибо за суперчатик. Значит, нет технической возможности забрать. Это целое дело. Это нужно, если сегодня там, мы послушаем российского представителя, говорит, поезд запустили, то есть несколько там вагоны будут с этими телами. То есть рефрижераторы, фуры, а есть вагоны. Это много. Это физически нужно перегрузить или пропустить машины или поезд к какому-то пункту назначения, который должен не обстреливаться, который должен быть в безопасности, который там на месте, этот пункт, должен быть оснащен всем необходимым и в том числе людьми, которые смогут, в общем-то, забрать эти тела и там дальше в какой-то пункт сбора, и дальше идентификация, связь с родными и так далее, и так далее, и так далее. Это целое, тем более 6 тысяч. 6 тысяч там маленький городишко, да, то есть там населенный пункт целый. Это ОТГ какая-нибудь, да, громада или там община, несколько сел вместе. 6 тысяч. Это очень много. И четвертый вариант эмоциональный, вы понимаете, это какой-то позор, похороните уже их. Это, собственно, и мой вариант. В каком смысле? Потому что так быть не должно. Это кощунство, и это вопиющая история. Есть люди, которые четко уверены, что россияне там это играют на этих темах и делают политику. Даже если это и так, и вы разделяете это мнение, но вы должны, разделяя это мнение, соглашаться с тем, что Украина и украинская сторона, и дипломатическая, и любая другая должна сделать все по максимуму, чтобы это было или тихо, то есть вообще молча, как предыдущие обмены тел. 900 там, на 40, помните эти цифры? 900 с чем-то на 60, на 40. Были же это же целая процедура. Или максимально непублично и тихо, или как-то очень оперативно подсуетиться и вступить в контакт, согласовать все, и не играть мы в домике, мы ничего не знаем. Выходит Зеленский, говорит, у них там 15% только идентифицировано. Сегодня вышел Буданов, тоже сделал заявление. Мол, это на нас информационное давление. Обмен состоится на следующей неделе. На самом деле с украинской стороны все просто.
Опять-таки, проблема, я вижу, что проблема в коммуникации, причем такая глобальная, плюс в управленческих механизмах, плюс вот этой пиар-составляющей. Если бы все настолько работало как часы, и условно Зеленский, видя эту ситуацию, там поднял трубку или взял там свой iPhone, написал в WhatsApp или где он там пишет, поехали, давайте там забирать, давайте что-то делать, отправил бы, и все по вертикали спустилось, и уже бы этого не было. То есть не было бы прессы, не было ничего. Вчера, кстати, очень такой важный день был. Это родительская суббота перед Троицей, где православные христиане вспоминают погибших своих отцов, матерей, предков, да, ставят свечки, заказывают молитвы, сами приходят, молятся, дома молятся, вспоминают, поминают. То есть это тоже очень и очень знаково бы было, и вот на самом деле можно было бы сыграть на этом пиаре. Я вообще заметил, что в последнее время у Зеленского все чаще сложно играть на позитивном пиаре. Нет в опции, вот прям как выключена эта кнопка, отжата она позитивного пиара. Какого-то там доброго, светлого. Даже сегодня мы там разберем интервью ABC News, он когда выходит и начинает говорить о том, что мы подошли очень близко к тому, чтобы заставить Россию, наша операция «Паутина», и у него загораются глаза, с такой какой-то проникновенный взгляд, и вот он сразу прям переключается, да, вот он представляет, как летят дроны из фур, и вот это, мол, россияне, конечно, бесятся, говорит Зеленский, но они понимают, что мы перейдем вот к такому формату, террористическому, диверсионному формату войны. Не формату, у кого больше мощь военная, то есть кто может сколько запустить дронов, кто сколько шахедов, ракет, как они, насколько они точно попадают, насколько они поражают такие действительно сонные артерии того или иного сектора экономики или военного сектора, военной экономики противника. Нет, это же другая совсем история. Это абсолютно, это просто не то. Это не война. Солдату в окопе, о котором все забыли, солдату в окопе от вот этой спецоперации только, не знаю, там, улыбнется, да, там, не меняет ситуацию. Для него это не меняет никак ситуацию. На передовой, на фронте. У нас большая проблема. У нас забыли о солдате на передовой. Сейчас вообще происходит какая-то удручающая лично меня вещь. Информационная кампания, ее разгоняет Марьяна Безуглая, Леди Би, как называю ее я. В каком плане? Главком Малюк. Вот в этом плане. То есть она вот прям портит эту тему, толкает ее, продвигает, говорит, вот хороший бы был главком Малюк. Соответственно, судя даже по этому эпизоду, когда я увидел Зеленского, да, когда он рассуждал о том, что сейчас мы очень близки к моменту, там, чтобы закончить войну или хотя бы остановить Россию. Там же риторика другая. Остановить Россию, там, всем миром надавить, санкции, там, все на свете, в общем, принудить. У него загораются глаза. Это будет такой формат войны. То есть на фронте, потому что на фронте проигрывают или там очень тяжело, на фронте взять паузу и вот этими диверсиями, там, вендеттами, местью, какими-то там спецоперациями, вот это вот начинать, вот это вот все как бы поддерживать градус в обществе. То есть логика понятна всем сторонам понятна логика. Даже вот, не знаю, там, самым-самым-самым противникам или самым-самым-самым сторонникам войны. Все понимают эту логику. И Малюк главком – это тоже показательно. Это показательно в плане того, какими дальнейшими инструментами и планами располагает украинская сторона, киевский офис президента, что он хочет предпринимать дальше и как видит дальше эту войну. Отношение к людям удручает. Нельзя было с этими, скажем, мансами вообще связываться, их нужно было купировать. Если уже россияне втянули в эту игру, надо было выходить и играть, надо было, значит, импровизировать, надо было, значит, каким-то образом, в общем, делать все, чтобы эти тела попали на территорию Украины, были идентифицированы, доидентифицировать, взять, например, передать их, забрать их и здесь перепроверить,
но выдохнули бы родственники, знакомые. Ведь 6 тысяч человек, ну умножьте на 2, а то и на 3, а то и на 4, ну это семьи, я имею в виду, да, это огромное количество людей. Кто-то скажет, да, ну что там, ну, давайте перемножим, ну сколько там получится, ну сколько, ну 100 тысяч, да, 120, 124. Ну если взять и перемножить на количество определенное этих тысяч, да, там, ну вот правда, то есть, да, там 6 в 4 вообще 24, то есть было 6 тысяч, стало 24 тысячи, если там еще каких-то, ну, это аккумулятивный эффект, даже хорошо 100, 150 тысяч человек в Украине, это не та сила, которая там может что-то изменить, поэтому вот так и относятся, да, как вбивают в мозги, что это какая-то провокация. Но провокация или не провокация, а рефрижераторы были сегодня привезены, была свезена, какая есть в доступности пресса западная. И, собственно, вот мы видим эти кадры, когда они специально для журналистов открыли, показали вот эти мешки. Там, я не знаю, сейчас какой-то такой дурной, по-моему, срач в интернете. Там, а как они там? Хорошо ли они сложены или плохо они сложены, а кучей или там все по порядку. Товарищи, вспомните, пожалуйста, 22 год, когда, и вот ту же Верещук, да, помните, когда там вот заберите свои тела, а русские типа не забирают, они так вот, эта пропаганда, да, вот крутила, вертела. Даже песню какая-то там блондинка в Украине пела про Ваньку-встаньку и пакет, черный пакет. Без рефрижераторов, без какой-то вот этой вот всей, да, картинности или хотя бы там какой-то технологичности и функциональности. То есть, поэтому тут смотря с чем сравнивать, да, задача другая. Вот это в этом грузовике, этот груз 200, это солдаты, которые положили жизнь за Украину, за украинский народ. Ну и на тот момент, там, в зависимости от места, судя по спискам, которые обнародовал Балицкий из Запорожья, Шарий тоже обнародовал эти списки. Ну и потом они начали там широко тиражироваться, там 97 человек, я так понял, такие предварительные списки. Судя по этим спискам, за Зеленского. Они сложили голову за Зеленского, потому что идея, как говорят многие на моем канале, политические эксперты, политики, да и в принципе это и всем понятно в тех же суммах, да, это все тема Зеленского. Большинство погибших — Курская область. Вот этот вот заход в Курскую область. Мы зашли, мы показали, что мы можем, мы будем продолжать. Сейчас продолжают там идти на Теткино, но к этому Теткину просто подбираются с другой стороны, с севера. Об этом поговорим, покажем. Что говорит российское представительство? Там есть Главное управление Генштаба Российской Федерации. Этот генерал Зорин, он входит тоже в Стамбульскую группу. То есть, смотрите, все, там комар носа не подточит на самом деле. То есть, если произошел какой-то сбой коммуникации, одни поняли так, другие поняли не так, есть каналы связи, они налажены, и можно было связаться, уточнить и каким-то образом прийти к какому-то консенсусу, чтобы не позориться. Чтобы не позориться, Украине прежде всего не позориться. И понятное дело, что сейчас для нее ситуация невыгодна ни в каком русле. Даже если там на следующей неделе, завтра понедельник, послезавтра вторник или среду этот обмен произойдет, все равно уже все, сели в лужу. Праздник большой пропустили христианский. Вот это все, не знаю, там возня, то есть, да, вот эти кости этих солдат туда-сюда, там рефрижераторы, журналисты, то есть позор. Позор прежде всего для тех, кто с украинской же стороны в окопе, который смотрит на это все и понимает, что если завтра, да, и он окажется на стороне Российской Федерации, те-то, может, его сохранят, не сохранят, там в морозилку положат, дождутся какого-то обмена, а обмены вот так проходят. Я почему акцентирую, что Зорин участник Стамбульской группы, потому что он, видимо, услышал так, и все поняли вот так. Вот, и созванивались, и было утверждение, что договаривались на вчера. Прям договаривались. У украинской стороны, президент это озвучивал, вообще по-другому. Сбой произошел там день 2 июня, когда 6 тысяч на 6 тысяч прозвучало от Умерова как обмен. А Мединский говорит, у нас есть 6 тысяч, мы вам как жест доброй воли отдаем.
То есть уже вот здесь была нестыковка. Помните, я вам о ней говорил в каком-то из шумов или там с гостями. То есть вот тут какая-то, подождите, в смысле, так обмен или это просто акция со стороны Российской Федерации гуманитарная? Ну, никто не понял тогда вот этого момента. А этот вот сучок, да, оброс, и вот как снежный ком, сейчас мы выходим на вот эти проблемы, которых быть не должно было. Это означает, что или не все докладывают, или действительно, нужен переводчик. Понимаете? Или действительно тугодумы там сидят, не могут четко сформулировать конкретные вещи и прийти хотя бы к общему пониманию, казалось бы, абсолютно не стамбульской истории. Моя личная позиция, я ее провожу, вы, наверное, следите, что Стамбул для вот этих вещей не нужен. Обмены происходили и раньше. Да, они такие, может, массовые, но происходили. И будут происходить и дальше. Об этом, собственно, генерал Зорин и говорит. Российская сторона в точном соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в Стамбуле в ходе российско-украинских переговоров 2 июня и в соответствии также с графиком, согласованным с украинской стороной в Стамбуле, доставила в район обмена подготовленной к репатриации тела украинских военнослужащих. Это первая партия, это первая часть, это Значит, звук плохой, потому что там это, ну, скажем так, это вот эти журналисты, которых привезли, показывали фуры, открывали им вот эти рефрижераторы. Говорит он, что договорились в Стамбуле, и вот мы привезли. Это первая партия. 1212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны, но все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены. Скажу вам, что в настоящее время, буквально через 1 час, начинают двигаться еще и репатриационные поезда, в которых также находятся тела военнослужащих, с тем, чтобы выполнить обещание российской стороны, которое мы дали украинцам в ходе переговоров в Стамбуле, а именно вернуть более 6 тысяч тел погибших. Значит, смотрите, обещание российская сторона дала вернуть более 6 тысяч тел. Первая партия 1212, и там он показывает, это утро, да, показывает, он через час смотрит на часы, еще и там состав железнодорожный едет куда-то. Его надо принять, этот состав, правильно? То есть принять, разгрузить, там, да, это все. Смотрите, это ведь нам пытаются разного рода пропагандисты сказать, что это все, ну, какие-то бутафорские там тела. Особенно, когда вот эти проводятся параллели, дичайшие просто, ужаснейшие. Мурманских бомжей туда положили, еще вот Зеленский говорит, они нам передавали, мол, а там русские. А как ты вообще, в смысле русские? То есть тебе передали тело, ты открываешь, а он в российской форме? Или что? Или написано «Я русский», да? Татуировка шамана на лбу. Ну, в смысле? То есть... В смысле русские? Или как? Или в ДНК-тесте показывают, русские или не русские? То есть тут тоже момент. Зорин говорит, что 1212, большинство, не все, но идентифицированы четко, другие идентифицированы по месту, да, и по району, и по форме, ну, по каким-то элементам, что это они. То есть вот там их, там причем есть не только Курская область большинство по спискам вот этим выявленных точно. Это при нем был какой-то документ, то есть там военный билет, жетон, паспорт некоторые с собой брали. То есть вот, и вот четко видно, что ага, паспорт, все, это он. Понимаете, какая история? Еще и вагоны туда пойдут. А нам начинают втирать, да, это там какие-то другие, а это не наши. Ну так принимайте и разбирайтесь, наши, не наши. Вот этого нельзя было допускать, то, что делает сейчас Российская Федерация. С позиции нормального украинца вот этого нельзя было допускать. Найдены в зоне СВО. К сожалению, ни позавчера, ни вчера украинская сторона не подтвердила получение этих тел. Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующей неделе. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел. Повторяюсь, мы готовы вернуть более 6 тысяч тел партиями, автомобильным транспортом и дорожным транспортом. Каких-либо других комментариев
в части, касаясь полемики о том, что это какое-то политизированное решение, у меня нету. Это сугубо гуманитарная акция, не первая, к сожалению, видимо, не последняя. Мы, российская сторона, абсолютно готова выполнить все договоренности, имплементировать все договоренности, как в контексте возвращения тел погибших украинских военнослужащих, так и в контексте обмена военнопленными. Спасибо. То есть, смотрите, эти 2 минуты, там 20 секунд условных, да, как это все было? Приехали журналисты, они там сняли картинку, да, что вот рефрижераторы, вот зона обмена, к ним вышел генерал, сказал так, как сказал. То есть здесь не было никакой ни надменности, ни каких-то там игр, да, он даже в конце подчеркнул, что нет политической составляющей какой-то там игры, еще чего-то. То есть мы договорились, мы обещали передать, мы привезли. Буданов говорит сегодня, что это односторонняя инициатива, так, мол, не делается, в общем, на следующей неделе все. Мол, это на нас давят, это вот специально вот это все выстроено вот таким образом, поэтому нет. Но если уже это происходит, так делайте что-то, мать вашу. Речь идет о людях, которые находятся на территории Украины, или кто-то уехал, там, кто-то за рубежом, но они ждут, плачут по своим, не понимая их судьбы. Ну или там, поняв их судьбу, но не имеющих возможности их похоронить по-человечески. Выплаты тоже серьезный вопрос, на самом деле серьезный вопрос. Потому что, простите, пожалуйста, но с одной стороны там говорят, вот это типа ради денег, все, как там ржали все над российскими вдовами, я помню, в украинском сегменте. Сейчас как-то поменьше этого ржача, если честно. Потому что сейчас мы приходим к такому пониманию, что подождите, 6 тысяч умножить на 15 миллионов, 2 миллиарда 200 миллионов, уже все посчитали, и так, долларов, и так смотрят, думают, елки-палки, подождите, это очень много. А то, как сейчас выплачиваются, то есть, опять-таки, есть много разговоров о том, что не выплачиваются. Выплачиваются. Выплачиваются, понятно, что не всем. Понятно, есть там вот эти экспертизы, есть вот эти дурные всякие там штуки, но это зависит от того, в какой части, да, или как. Потому что люди, еще раз, те, которые воюют, они могут завтра оказаться на их месте, на месте вот этих в мешках. А их семьи могут оказаться на месте семей, которому выплату не дали. Поэтому главный там, вот как доказать, да, что был убит, при исполнении, был убит, выполняя задание, был в каске, покушал и в шапке, то есть ничего лишнего не употреблял. Свидетели. И эти свидетели, они прямо заинтересованы, потому что они тоже такие же воюющие, и там это другой уровень отношений, это братство. И непонятное дело, что они понимают, что завтра убьют его, и если они так вот закроют глаза на то, что там припишут какую-то ерунду в экспертизе, за эти 15 миллионов, они, конечно, будут свидетельствовать. И есть проблемы, есть проволочки. Но даже тем, кому выплачивают эти 15 миллионов, их платят, дают там одну часть суммы, а потом на 3 года как в рассрочку. То есть мы понимаем, что... Причем в начале этого не было. Там в 22-м этого не было. То есть в начале было по-другому. То есть 15 миллионов сразу перечислили и все. То есть, а сейчас вот потому, что денег нет в бюджете, понимаете, вот такая история. Как вообще об этой ситуации сообщает телемарафон? Очень интересно. Россияне в Стамбуле дали четкое обещание провести обмен тяжелораненых, раненых и младших 25 лет пленных и начать поэтапную репатриацию тел погибших. Значит, сообщение. Россияне пообещали раненых, тяжелораненых, молодых, да, то есть и начать репатриацию тел. Однако сейчас Россия отказывается от того, что было обещано, обвиняет Украину в срыве обмена. Ну а правительство Канады объявило о новой военной помощи Украине на сумму более 30... Все, правительство Канады помогает. Денег дают. То есть они обещали обмены и начать плановую репатриацию, и не сдержали своего обещания. Вот, собственно, и все, что об этой ситуации должен знать украинец. Все. Вот такая история.
Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу, чем дело кончится. Понятное дело, что наверняка там долго катать не будут, все-таки предадут земле, вернут, но сама эта история, она вот очень чревата большими проблемами, прежде всего с моральным духом. По поводу морального духа. Сегодня прошло сообщение на фронте о том, что это Минобороны России, значит, подразделения там, группировки «Центр», танковой дивизии, в общем, зашли, вышли к границе, ну, они пишут ДНР, в общем, короче, на границу Днепропетровской области. И уже, есть информация, что там на территории Днепропетровской области бои. Прошло там часа 4 за сегодняшний день, ну, а выходной, наверное, поэтому, хотя вроде как не должно быть выходных. И вышли там наши военные, и это, ну, собственно, взяли и опровергли. Мол, неправда это, не верьте никому. Этого не было. Бои идут, они там что-то пытаются, но украинцы жестко стоят, в общем, не пускают в Днепропетровскую область. На самом деле на карте Deep State, которая, ну, давайте честно, она уже как бы выполняет функции генштаба прошлых годов, прошлых лет. На карте Deep State, собственно, этот участок, он отмечен вот таким вот образом. То есть мы видим Орехово, Троицкое, ну, здесь Котляровка, да, и вот она граница, вот она здесь проходит. И по Deep State это считается зона боев, зачастую вот там присутствуют российские войска. Ну и все очень любят, да, вот выставлять, и сегодня все паблики показывали вот эту линейку, что, мол, смотрите, 595 метров вот здесь, ну там полкилометра. Deep State в последнее время просто опаздывает, поэтому непонятно, какая здесь ситуация сложилась вот здесь на фронте. И бои за Днепропетровскую область – это на самом деле проблема. В чем заключается проблема? Если предположить, что, а судя по всему, да, то есть пойдут сразу с нескольких сторон, если будет движение на запад, то есть это не просто выход к границе и потом, собственно, переключить внимание вот на, ну, вот эти вот все как бы населенные пункты Донецкой области, да, то есть вот здесь там Изюмский какой-то заход, отсюда Северск, там, кстати, еще один мост подорвали сегодня. Если предположить, что они не будут разбираться вот здесь, а пойдут западнее, то это на самом деле серьезнейшая проблема для вооруженных сил Украины и для логистики прежде всего. Почему? Потому что мы видим, что заход в Днепропетровскую область не означает, что это прям Днепр становится близко-близко. То есть вы видите, это достаточно приличное расстояние до Днепра. Но здесь ближе, и здесь Запорожье. И здесь Вольнянск, Запорожье, вот Синельниково, которая уже как бы достает до него. И я, ну, насколько я понимаю, что, понятное дело, это уже фронтовые области, Запорожская и Днепропетровская. Запорожская, понятно, она разделена. Но до Запорожья остается все меньше и меньше километров. Собственно, вот здесь до окраины 30 километров. Это практически ничего. 30 километров, причем здесь сообщения приходят, что очень серьезная активизация именно вот в этом кусте, да, вот в этом. Как раз таки вот туда, до Запорожья. Здесь находятся все предприятия основные и вся логистика. Мосты, вся инфраструктура, все вот эти там плюс-минус заводы и какие-то точки снабжения фронта. Если создать хотя бы угрозу, вот такую, ну, подойти близко имеется в виду, как сейчас ситуация возле Сум, то, извините, ну, будут большие проблемы. Там выше по Днепру, ну, остаются уже там совершенно другие, так сказать, другие возможности инфраструктурные. Кременчуг, Черкассы, вот здесь, да, и, ну и сам непосредственно Киев, как столица Украины. По поводу Сум. Сегодня там продвижение. И это продвижение, ну, оно, конечно,
оно удручающее. Юнаковка по карте Deep State, да, она уже тоже зона боевых действий. Лакню, населенный пункт, оккупировали. Об этом сегодня, об этом раньше говорили немного российские паблики, но сегодня и украинские подтвердили. И до самого города Сумы остается все меньше и меньше по километражу. Все меньше и меньше. Вот если отсюда, например, да, вот померить, то это 19 километров. Да. Если померить, ну вот, например, отсюда, вот здесь как точка, ну вот туда, в сторону Юнаковки, ну здесь больше, немножко 25. Но здесь высоты. То есть мы понимаем, что это серьезное продвижение. А тут рядышком еще и Теткино, совсем близко, которую вот так обрисовали, вроде как там находятся вооруженные силы Украины. Есть продвижение непосредственно, два таких очага вот здесь, да, мы видим, севернее, и вот здесь, на территории Украины. Это вот, так сказать, перешедшие границы и атакующие, ну, вот здесь Горналь, да, вот здесь Теткино, атакующие непосредственно российскую территорию вооруженные силы Украины. Причем тяжело это все воспринимать не только из-за того, что мысль военная, своеобразная у верховного главнокомандующего, а как это вообще сказывается на людях. Власть говорит, с Сумами все хорошо. Сегодня случилось чудо. Вышел новоизбранный или как новоназначенный глава военно-гражданской администрации и сказал, все в порядке. Речи об эвакуации обласного центра, населенного пункта Сумы, не идет. Григоров вещает. Слава Україні! Шановна громада Сумщини, інформую, що наразі підстав для евакуації з міста Суми немає. Ситуація залишається складною на лінії бойового зіткнення, однак контрольована Збройними силами України, складовими сил безпеки і оборони. Можу сказати, що як очільник області і команда органів державної влади перебуває в постійній комунікації з військовим командуванням 24/7. Останнім Но это твоя работа. Надо почему? Военно-гражданская администрация 24/7 нужно работать, то есть быть на связи. За этим, собственно, и назначаются глави военно-гражданських адміністрацій. часом в медіа, телеграм-каналах лунають емоційні заяви щодо безпекової ситуації на Сумщині. Я закликаю громаду Сумщини довіряти лише офіційним джерелам інформації, яку ми будемо висвітлювати і своєчасно надавати. Наразі можу сказати, що за рахунок постійного конекту з військовим командуванням ми розуміємо ситуацію, спільно злагоджено діємо і вживаємо відповідних заходів. Можу сказати, що наразі в Сумській області оголошено евакуацію з 213 населених пунктів, 18 прифронтових громадах. 18 прифронтовых общин, это несколько сел вместе, ну такое укрупнение. Больше 200 населенных пунктов сейчас эвакуируют. За останній тиждень було евакуйовано 900 мешканців нашої Сумської області. Робота в цьому напрямку продовжується. Залучені громадські організації, волонтери, ДСНС. Ну там, понятно, склейка, да, у него в обращении. Все услышали цифру. 900. 900. За последнюю там неделю 900. ДСНС, поліція, органи державної влади. У нашій області розгорнуті транзитні центри, хаби, ресурс для надання допомоги, розміщення осіб. У нас є люди забезпечені. Звісно, ми не недооцінюємо тих загроз, які є в умовах військового стану і тої агресії Російської Федерації. Но в той же час за рахунок спілкування з військовими і тісної комунікації ми і не перебільшуємо їх. І чітко свідомо розуміємо наші спільні дії. Вот так. Значит, вот такое обращение. Все хорошо, мы со всеми на связи. 900 человек вот в последнее время, последние дни эвакуировали. Но это вот как бы так смотрится область, да? Вот такой предстает область. Это вот как типа губернатор. Ну, это глава военно-гражданской администрации, губернатор вот это вот обращается, мол, сумчане, все хорошо, все в порядке. В принципе, такая же риторика и на местном уровне. Вот эта Юнаковка, которую вам показывали, которую показывал я, да, то есть рядом с Лакней, которую оккупировали, то есть 2 населенных пункта рядом, она тоже как бы громада.
То есть громада, там 4 с лишним человек тысяч живут, ну или там жили, потом они начинали уезжать, потому что война. На начало года где-то 1500 людей в этих нескольких селах жили. И вот самое честное, вышедшее из телемарафона, но, понятное дело, остающееся в фарватере всего происходящего Суспільне, включает женщину, ну это так называют, как бы мэр громады Юнаковки. Значит, мэр, ну имеется в виду, она вот старшая по этой громаде, председатель громады. А там в отдельном селе свои старосты. Ну такая вот реформа последних была лет. То есть глава вот этой юнаковской общины. Ну, якщо ми всі розуміємо, ми знаємо, ситуація дуже складна зараз у нас на фронті. За останню добу до нас прилетіло десь 22 каби, не рахуючи ще артобстріли були. Ви знаєте, я не можу... Значит, 22 кабы прилетело, еще артобстрелы были. То есть там утюжат нормально Юнаковку. Ну, они же там, понятное дело, там у нее в студии спрашивают, как дела, там, что вообще. Но она, понятное дело, не может комментировать, собственно, действия военных. Она гражданская власть, ну, просто их благодарит. Коментувати військові дії. Але я бачу, що дуже складно Збройним силам України. Але ми їм дуже вдячні за те, що вони тримають наші кордони. Зараз в громаді скільки залишається людей, чи ще залишаються діти? Значит, а есть ли люди вообще? И дети есть ли? Значит, ну, детей нет, люди есть, но немного. На сьогоднішній день у нашій громаді дітей взагалі немає. Всіх наших діток ми ще евакуювали 2 роки назад. 50-кілометрова зона в нас були евакуйовані вже давно, але ще все-таки в нас люди залишаються. На сьогоднішній день у нас по всій громаді, не раховуючи 2-5-10-кілометрову зону, це 127 осіб лишилося на території громади. Це села, які не входять в 10-кілометрову зону. Значит, показывают, понятное дело, там кадры, как происходит эта эвакуация. 127 человек осталось в громаде. Они вот это делят зону, это чтобы было понятно, там от фронта 5 километров, 10 километров. Ну, то есть, чтобы было ясно, что это вот опять-таки по движению фронта, которое как бы идет и, соответственно, отдаляет вот эту 5-10-километровую зону. Ну, эвакуацию провели. Але ж у нас було прийнято рішення про евакуацію всієї територіальної громади. А скільки людей проживало до повномасштабного вторгнення, аби наші глядачі могли також зрозуміти, десь порівняти? Ну, у нас на момент створення громади було прописано 4965 людей, а проживало 4600 людей. Але потім, коли почалось повномасштабне вторгнення, люди потихеньку почали виїздити, а ще до Нового року в нас на території громади залишалося 1440 людей. Людей ми евакуйовуємо, дякуючи всім тим фондам, які нам допомагають, бажаючим фондам, вірніше, люди, які бажають, ми евакуюємо. Є такі люди, які виїжджають самі, до нас ще їздить автобус в один населений. Значит, фондам спасибо. Фонды это те, которые там, ну, фонды, то есть это не государство, а фонды. Там депутатов разных или какие-то такие организации волонтерские. Но можно уехать и самому, пока еще автобус ездит. Да? То есть об этом говорит председатель этой общины. Пункт. Люди виїжджають самі. Людей ніхто не бросає на произвол, як говорять, судьби. Людьми займаємось, привозимо їх, оформляємо їм усі належним чином документи, допомагаємо їм розселитися. Хто бажає, розселяємо гуртожитки, хто бажає, їдуть трошки далі по Сумській області, хто бажає, йдуть до своїх родичів, хто винаймає житло. Медицина теж працює, допомога перша медична нашої амбулаторії. Некоторые, видите, выезжают с животными тоже. В общем, эвакуация организована на наивысшем уровне. То есть к концу года прошлого, начала этого, там 1400 человек всего в этих там нескольких селах Юнаковской громады. И то есть их нормально эвакуируют. Смотрите, если кто-то сейчас, там, понятное дело, может в эмоциях написать, это все неправда, они не... 6000 тел передают. Ну, то есть, для понимания, да, Юнаковская громада в мирное время была, ну, до 5000.
жителей. Вот эти несколько сел возле Юнаковки. То есть это не те, скажем так, объемы, да, вот этой помощи. Конечно, справляются. И там вот дальше она по ходу этого включения говорит о том, что люди никуда не едут. Очень редко едут на Западную Украину, очень редко едут там в Киев, еще куда-то. Они пытаются остаться в пределах области. Лично для меня это знакомо, там, с 2014 года. Многие, действительно, луганчане обосновались в Северодонецке, дончане обосновались в Краматорске с тем расчетом, что наконец-то безумие закончится и недалеко, да, и можно будет наконец-то там или вернуться, или что-то, в общем, недалеко от дома. Это очень важная характеристика вот этих процессов, о которых нужно говорить и которые нужно подчеркивать. Поэтому вот эти общежития, там какие-то центры, это типа область справляется своими силами. Те, кто подальше, принимают тех, от кого война, ну, кому война поближе. Надається. Були такі у нас сім'ї, які виїжджали з худобою, допомагали виїжджати з худобою, вивозили і корів, і свиней, і утят, і курей, і собачок, і котиків. Працюємо. Над цим ми працюємо і працювали. Я думаю так, що в нашій громаді евакуація пройшла нормально, без ніяких ушкоджень. Ми це все виконуємо нормально, без ніякої паніки. Я думаю, що все добре поки по евакуації в нас. Ті люди, які лишилися, зразу вам скажу, за них не забуваємо. Продукти харчування регулярно їм доставляємо. Це гуманітарні продовольчі набори, ліки. Цим люди забезпечені. І таганками, і маленькими такими, і газовими балончиками. Громада про своїх мешканців піклується. Значит, забота сумасшедшая, ну потому что это все ограниченное количество людей и в пределах одной области. Это немного. И действительно, люди хотят оставаться недалеко от дома, поближе, подальше чуть-чуть от войны, но не шибко далеко уезжать, потому что они понимают, что они мало кому где-то далеко нужны. Ну или, конечно, родственники, знакомые, где-то, если есть у кого-то возможность снимать жилье, снимают жилье. Но это села. То есть мы тоже давайте понимать, что это простые люди, они вот как бы без каких-то таких вот фантастических заработков, это не городские жители, да, там, которые... Это вот именно села, которые живут с огородов, поэтому там они в таких же селах и находятся, но на территории, там, рядышком, на территории Сумской области. Но и сюда, казалось бы, в такой очень позитивный материал, в такое позитивное общение пробралась искорка, ну или как-то, да, вот это вот, как-то поскреблась вот эта зрадушка. Чи залишалися ще такі населені пункти в громаді, до яких вже немає доступу? І скажіть, чи лишилися там ще люди, чи вдається якось підтримувати зв'язок? Хочу вам сказати, що в нас 10-кілометрова зона, в 10-кілометровій зоні, буду вам казати відкрито, лишилося 5 людей, але це люди, які взагалі не хотіли виїжджати, до них приїжджали білі ангели, до них приїжджала я з офіцером громади. Значит, 5 человек остались в вот этой зоне, 5-10 километров. Ну, это у них это специфическое название. Короче, 5 человек не хотели уезжать. К ним приезжали какие-то белые ангелы, ну, это там, организация общественная, волонтерская. Она лично, как председатель, ну, не села, а там нескольких сел, там, глава ОТГ, с полицейским, ну, шерифом, там сейчас это называется полицейский офицер громады, да, то есть тоже типа, ну, это по такому идут пути, но это все, конечно, сбито, ну, в общем, она с ментом приходила, а те наотрез отказываются уезжать. А что ж такое? Сепары, наверное, русню ждут. Сейчас должно, по идее, прозвучать в эфире Суспільного. Приїжджала поліція, вони не хочуть виїжджати. Причина одна, буду говорити зараз на всю Україну. Не хочуть іти захищати нашу країну. Ховаються від ТЦК, що я можу сказати. То есть, понимаете, в чем дело? Такая хорошая эвакуация. Так все вообще налажено. И утят забрали, и свиней забрали, и козочку забрали, и кошечку забрали. А 5 человек говорят, не поедем. Так как же, и продукты даем, и лекарства, и в общежитие пристроим, и не бросим, и поможем. Как же, почему же ты не поедешь? Не поеду, ТЦК.
не хочу попасться. ТЦК. И вроде бы такой вот материал, хотя на самом деле больно, конечно, смотреть, как эти люди свои вот эти пожитки в пакеты, в сумке, и очень хорошо на самом деле смеяться здесь не с чего, о том, что и козу эту заберут, и там какую-то собачку, это все, это очень важно на самом деле, да, и что какой-то угол будет, потому что война идет к ним, и нужно уезжать, когда идет война, определенно. Ну а вот эти 5 человек не поехали из-за ТЦК, представляете как? Ну, по поводу того, почему не хотят ехать далеко, за пределы области или там за пределы своего региона, об этом вот вчера, по-моему, появился из общественного транспорта на западе Украины ролик. Вот женщина говорит то, что думает. Якщо Путін подивився на вас, і війну почала, що ж? Я як подивилася на Донецьких, в мене волосся дибом стояло. Значит, посмотрела я на вас, на донецких, на вот этих. Из-за вас война началась. Волосы дымом стали. Я їм кожен день казала, дай Бог здоров'я цьому чоловікові, який вирішив, що вас треба стерти з лиця землі. Дай Бог здоровья этому мужчине, который решился, что вас нужно стереть с лица земли. Радушно. Кожен божий день говорила. Донецьким, Луганським, Харківським. Інтерв'ю гроші коштує. Ну, интервью денег стоит, уже она попала, уже засветилась везде, все увидели это воспаление головного мозга. Донецкие, Луганские, Харьковские. Вот она прям открыто и говорит, из-за вас война началась, вас надо стирать с лица земли. Было такое по отношению там, к Луганским и Донецким. Сейчас туда Харьковские добавились. Но я открою страшную тайну. Еще и Запорожские добавились. Вот сейчас добавятся Сумские. Потому что, ну, это же не секрет. То есть, вот лично я, там, пребывая на территории Украины, я очень гордился номерами машины ВВ. Да? То есть, ВВ. Я очень гордо ездил, но с тем, как наступило в 22 году вот это широкомасштабное вторжение, повырастали вот эти блокпосты там вокруг Киева, там в Киеве, везде. И да и до этого тоже. То есть всегда, если ты едешь и тебя останавливает на блокпосте, потому что у тебя ВВ номера или там АН, в общем, донецкие или луганские номера. Так вот, после вторжения к этим как бы молочным братьям моим, да, и всех донецких, и всех луганских, которых постоянно останавливали и проверяли с вопросами, а есть ли у вас родственники в России, а в Беларуси, а кто, общаетесь ли вы, а тут давай телефон посмотрим, а тут еще что-то, ну, на кого попадешь. Причем это вот в Киеве, в Киевской области нормально, то есть вот так было. Добавились еще и запорожские, их тоже тормозят, ну, тормозили, да, и сейчас тоже тормозят. Херсонские, то есть номера, вот эти все люди, они тоже добавились, потому что, а кто у вас там остался, и вот это все. Начинается такая вот проверка у полиции. Поэтому вот так. Ну, давайте перенесемся к Зеленскому, который дал интервью ABC News. Такое очень интервью, я его упоминал уже насчет... И, кстати, вчера тоже появились первые цитаты. В общем, Трамп на этой неделе говорит, что давайте посмотрим, как в спорте, в хоккее, там еще в каком-то, пускай они подерутся, а мы потом вмешаемся, будем разнимать. Трамп созвонился с Путиным на уходящей неделе, и, в общем, после этого созвона как бы складывается такое впечатление, что Трамп, и пресса об этом пишет уже открыто, что Трамп понимающе отнесется к ответу Путина по Украине. В эти минуты над Украиной уже шахеды, уже пошли пуски. Есть информация в Reuters о том, что этой ночью с 8 на 9 ожидается массированный, длительный, большой, комбинированный налет. Причем и ракеты, шахедов, и не пойми чего. В общем, ожидается, что это будет большая атака. В принципе, это там косвенно подтверждается. Там и... собственно, и какие-то калибры в море, и активность Ту-95, ну вот тех, которые там все же пожгли операцией «Паутина». И этой ночью будет большой обстрел. Все это понимают. Но в материале Reuters и в других материалах там за сегодня, за вчера
четко выписано, что это будет не вот этот ответ, вот прямо разом возьмут, как ответят и все. Нет, это вот примерно как мы с Димурой в четверг обсуждали. Это вот будет, выберется неделя условная, там, может 1,5. И будет просто нарастать интенсивность, длительность и, ну, вот эта вот мощь. То есть будут стрелять долго, много и вот на такое изнеможение. Причем это все будет расти, расти, расти. Каждый там, последующий удар будет мощнее, чем предыдущий. Или, например, в ровной динамике, но очень-очень часто. То есть ты даже не будешь успевать очухаться, да, от этих обстрелов. Вот такой будет ответ Путина. Об этом пишет западная пресса. Что Зеленский? А Зеленский иначе смотрит на все происходящее. Дает интервью ABC, где переживает за людей. И говорит, что Трамп не переживает. Это очень интересный кусочек. Давайте его посмотрим. А потім вийшов, і ми всі вміємо говорити, я хочу нагадати. Ми ще люди, яких є практика. А потім вийшов батько, хлопець з Кривого Рогу. Одним ударом у нього вбило 3 дітей і дружину. Одним ракетним ударом. Він цивільний. Він не воював, це цивільна людина. Значит, он рассказывает историю в Кривом Роге, что отец, жена и 2 детей. После удара прилет в дом. Ну, он потерял. Он остался жив, а его семья погибла. Ні. В квартирі. Да, в квартиру. Приход був в квартиру. 3 дітей і дружина. І знаєте, що... 3 детей и жена. Это ускорка, на самом деле не в ускорке, там все более, ну вы понимаете, да? И хотя тут тоже атмосфера читается. Він говорив по-іншому. Він не говорив про якісь цифри важливі, про статистику, про те, скільки наноситься ударів. Він сказав, кожний ранок, коли я просинаюсь, я завжди шукаю свою сім'ю і вважаю, що мені наснився просто страшний сон. Я шукаю їх поруч, а їх немає. Я виходжу на вулицю, я йду по вулиці, і йде батько і тримає таку маленьку дитину, як була у мене, за руку. І коли я бачу, як він тримає дитину за руку, у мене фізичний біль. Ну, понятно, мужчина страдает, он потерял семью, 3 ребенка, жена, он там смотрит на там, другого папу с ребенком, у него физическая боль, потому что ему кажется, что это страшный сон, что это произошло не с ним. Это вот пересказывает Зеленский, там, да, потому что... Но все же, наверное, подумают, а к чему он это, к чему? В интервью ABC News он пересказывает эту действительно тяжелую историю. Ну, тут объективно, послушайте, тут никто объективно, это ужас, это вот, если помните, Киселеву генерал Лебедь давал интервью, и там приводил этот пример, да, о том, что это уже все, это уже не человек, это уже зверь, это абсолютно другое ощущение себя, когда ты приходишь домой, а у тебя вместо дома уже нет ни семьи, ни жены, ни детей, и ты вот остался один. Это тяжелейшая история, да, и вот этот человек уже готовый, ну, так сказать, идти воевать, ему уже все равно. Он получается, он строил эту семью, ее потерял, и дальше вот что? Ну, готовый боец в армию. Ну, потому что у него, понятное дело, мотивация. Но это, конечно, очень страшная трагедия. И вот о ней рассказывает Зеленский, журналистский ABC News. А я вот сижу и думаю, а зачем? Вот зачем. Просто біль. І я нічого не можу з цим зробити. У мене біль, який не проходить. Чи відчуває ось все це люди, які не втратили дітей? Ні. Чи може відчути це президент, який знаходиться в Америці? Ні. Президент, который находится в Америке, может это почувствовать? Нет.
А президент, который в Украине, это может почувствовать? Вроде же, ну смотрите, как рассказывают. І саме тому ми не діти з Путіним на майданчику. Саме тому він вбивця, який прийшов на цей майданчик. Вот так вот такие рассуждения. Как бы тема не новая с точки зрения медиакоммуникации. Вот это, чтобы вы понимали, прошло вчера там одной строчкой, это к тому, что типа ответ Зеленского на вот эту историю Трампа, что вот они как бы дерутся, и пускай еще подерутся, а дальше мы как раз и вступим, и все будет хорошо. Вот это ответ. Но вы видите, как он его вывел, да? Через что он его провел. Почему это должно волновать какого-то президента в Америке? Это должно волновать президента, который в Украине. Президента, который не потерял детей. Не потерял детей. Это боль этого мужчины. Может, надо останавливать всю эту историю? Может, нужно было в 22-м разобраться со Стамбулом и партнерами и каким-то образом на более выгодных условиях договориться? Может быть, сейчас нужно идти и договариваться, заканчивать это смертоубийство, когда остаются мужики без детей и жен, женщины без детей и мужиков, матери, в принципе, да, то есть потерявшие самое дорогое. Может, вот надо останавливаться? Надо Трампу это, на американскую аудиторию, на ABC News. Не чувствует Трамп боли украинской. С этого же интервью, а вот зачем Путину война? Мы с Путиным не дети на площадке. Это он пришел на площадку убивать. А что вообще хочет Путин? Смотрите, что думает по этому поводу Зеленский. А Путін хоче повернути собі могутність Радянського Союзу. Це неможливо. Але я не впевнений, що є люди, які спроможні йому це пояснити. І він буде це робити. І я Он хочет вернуть былую славу Советского Союза. Он не уверен, что есть люди, которые могут ему объяснить, что это невозможно. впевнений, що щоб це зробити, досягти його мети, йому потрібно досягти це передусім з Україною. Через Україну. Бо Україна найбільша у Радянському Союзі після Росії. Найбільша країна. Це для нього стратегічна ціль. Ну, там есть еще много других больших в Советском Союзе в прошлом стран, как бы тоже больших. Ну ладно, пускай Украина будет самая большая. Пускай. Но, в общем, без Украины не обойдутся. І для нього дуже важливо це зробити. І він не хоче закінчувати війну. А тим більше, якщо партнери починають давати слабкі сигнали, слабкі, невпевнені сигнали, невпевненого тиску, я би так сказав би, то Сигналы неуверенного давления дают партнеры. Ну вот Путин и как бы продолжает. тобто знаходити з ним компромісний діалог, він це відчуває. Тобто люди в ньому зацікавлені, тому він не закінчує. Ось і все. Ну вот и все. А Украина как бы хочет закончить войну. Представляете? То есть Украина вот хочет закончить войну. А Путин не хочет. Он хочет СССР, былую славу. А без Украины никак. О том, как хочет Путин, как хочет Зеленский закончить войну, в принципе, говорит весь марафон, лживый. Фрагмент я показал немножко выше. И все вот эти лживые эксперты. Типа военные эксперты, на самом деле, жирующие на корме для пінгвінів. Зараз двом сторонам одночасно дати заморозку, то, вибачте, от я якраз не сумніваюся, що орки реально підготуються до того, щоб далі нас добити. Значит, если дать заморозку, эксперт пингвина... Ой, слушай, как хорошо он замер. Прям так, как его подопечные. Ага. В общем, если дать заморозку, то... Если дать заморозку, то, значит, он не уверен, как бы российская сторона реально подготовится и добьет Украину. А Украина нет. И делает он вывод, что Украине сейчас вообще не нужен мир. Не нужен мир.
Украине, потому что Россия подготовится за этот период заморозки и добьет, а мы нет. Представляете, какая логика? А ми навпаки, ми ні чорта не будемо для цього робити. Навпаки, ми займаємося абсолютно іншими справами. У нас тут це піде по-українськи. Тому при всій повазі до тих людей, які хотіли б цієї заморозки, щоб перепочити і підготуватись, ну, на жаль, вони переоцінюють наш прекрасний тиловий народ. Народ не такой. Запомните эту мысль. Народ в Украине не такой. Они переоценивают народ в тылу. Народ сразу расслабится, переключится на мирную жизнь и вообще, что в принципе и правда. Я публиковал у себя в телеграм-канале Одесса, да, ночью ее утюжат, бомбят, шахеды летят, утром, ну сейчас погоды стоят, да, на юге, ну в Киеве там сегодня разошелся град, такой достаточно мощный, да, такой, ну такой специфический град. А в Одессе там жара и пляжи забитые. Все говорят, ой, пляжи забитые, чего ж там они пляжи забитые? Да потому что другие пляжи позакрывали. 2 человек подорвались вчера на мине. Ну, потому что запрет этот проигнорировали, а там мина, и, в общем, они взяли и подорвались. Заминировано все. Нельзя подходить. Вот есть там несколько пляжей в городской черте, которые там можно приходить и купаться, и люди вот все ломанулись туда, и там яблоку негде упасть. Ну, пляжи. Тыловой народ не такой. Не такой. А Россия через эту паузу подготовится и добьет Украину. Дикому, наверное, нужно показать другого, ну, скажем так, человека, эксперта, как бы другое мнение, потому что мне кажется, что... и Дикий же выводит то, что Украине не нужен мир. Получается вообще странная история. То, что демография, бюджеты, смертность, эти 6 тысяч тел, эти все вот эти трагедии, действительно эмоциональные вещи, это все продолжается, накручивается, это все как вот, ну, летит в пропасть этот поезд, а нам говорит, нет, нельзя останавливаться, потому что если мы остановимся, тогда вот точно нас добьют. И Украине мир не нужен. Так даже если мы не остановимся, достаточно серьезные планы у Российской Федерации, их выдал на гора посол, внимание, в Великобритании Келлин. Вот что он говорит. Посол России в Великобритании Келлин. У нас есть ресурсы, которые позволяют нам продолжать военные действия в течение длительного времени. Но сейчас выбор за Киевом. Либо они решат конфликт сейчас, то есть заключат нормальное соглашение, нормальный договор, который устранит основные причины, о которых я говорил, либо потерпят поражение, полную капитуляцию на гораздо худших условиях. Ну, вы поняли, выбор вот такой. То есть Россия может продолжать долго, а у Украины есть выбор. Выбор. Или вот сейчас как есть, или, ну, собственно, будет еще хуже. А долго могут, уверяет посол Великобритании. Sky News он давал это интервью. Если это будет война, мы просто отрежем треть страны от остальной. Значит, мы просто отрежем треть страны одну от другой. Перевод сносный. Ну, тут мы видим, как он говорит о том, что Днепр-Ривер, то есть это по Днепру. Вот такие планы. То есть, если не договориться сейчас, то будет хуже, будет по Днепру. Говорит непосредственно посол России в Великобритании. Параллельно с этим, что тоже интересно, сегодня появляется материал. Moscow Times, это оппозиционное издание, ну такое, я так понимаю, из выехавших, но тем не менее. Германия начинает массовую подготовку бункеров для войны с Российской Федерацией. Федеральное агентство гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии летом этого года представит проект оперативного расширения сети бомбоубежищ и укрытий, чтобы подготовиться к вероятному нападению со стороны России в течение 4 лет. 4 года, то есть примерно совпадает с вот этим Янисом, у которого Янина брала интервью. То есть на полном серьезе проверяют все. В общем, готовится Германия к нападению Российской Федерации. Страшные флешбеки у меня с Великой Отечественной, с вот этими всеми моментами, кто на кого готовился напасть.
кто так или по-другому. То есть мы видим, да, какая происходит сейчас история. И Европе как раз-таки наоборот очень важно, чтобы Украина продолжала мутузиться, продолжала стираться, истощаться ресурсов, где-то подкинут деньжат, где-то подкинут каких-то дронов, где-то еще чего-то подкинут, каких-нибудь ракет типа собранных в Украине, потому что они усиленно готовятся сами. А потом сами вступят, когда уже изрядно уставшая об Украину Россия будет представлять меньшую угрозу. Так а кто на кого нападать собирается, если Россия до сих пор сейчас воюет? Почему-то. Вот Россия воюет сейчас, тратит огромное, как опять-таки все утверждают, силы, ресурсы. А потом в 30-м году подключится Европа. Но тут проблема. С одной стороны, Россия может быть уставшая, а с другой стороны, налажены все коммуникации, все цепочки производственные, все, ну, собственно, там, выучка солдат, да, то есть там, дроновая война, другие интересные штуки, которые, ну, собственно, сделают армию современнее, мобильнее, сильнее. И в 30-м году вот вы решили подключиться уже к этой войне или ждете, что Россия вдруг нападет на Германию. Ну, в общем, вот это травят сейчас в Германии непосредственно новые власти. В Украине своя история. Ввиду участившихся ударов шахедов, кстати, этой ночью, опять-таки, по сообщениям мониторинговых пабликов, ждут 500 шахедов. То есть там планочка была 450, 400 с чем-то, сейчас будет этой ночью вроде как будет 500. Да, за вот этот 500 шахедов будут лететь и бить цели в Украине. А в парламенте очень быстро народные депутаты собрались для того, чтобы законодательство разработать. Обязательная идентификация всех новых и существующих мобильных абонентов. Сим-карт, проще говоря. То есть собирали в комитете, говорили там с военными, говорили с другими. В общем, учащаются случаи, когда условно там беспилотники используют в том числе украинские сим-карты для некоего там наведения. Да? Как повод, то есть то, что они там летят под GPS, есть в некоторых показывали сим-карты моделях, в некоторых не показывали, но тем не менее получается, что это все как бы подготовка к чему? К тому, что на время воздушных тревог нужно отключать мобильный интернет. Соответственно, человек будет в неведении вообще. Мы и так не знаем. Очень все, видите, как проработано. Столько шахедов полетело много, а непонятно куда попали. Потом только ну, там, допирают, потому что там вроде как связь какая-то есть, и немножко понимают, куда влетело. Заводы там начали там говорить, писать о том, что где-то на этой территории. В Киеве что-то внезапно прилетело, и куча такого фейерверка. Что это такое? В Киеве это Шулявка. Ну, был там такой большевик, завод, там как бы много там цехов, огромный советский такой гигант. Его там потихоньку распилили, распродали там подо все на свете. От трусов там, торговли до каких-то складов, до каких-то там цехов полумануфактурного плана. Еще тогда, еще до Большой войны. Так вот, туда прилетело, что-то поразило, и все очень удивлялись пламени. Вроде как подземный какой-то склад дронов. И уже там ОСИНТ-специалисты, которые по фотографиям вычислили, что ага, понятно, там он гостей водил Зеленский, узнали по характерным с этим колоннам, да, которые подпоркам в этом подвальном бункере. Узнали, поняли, сравнили фотографии помещений, как, собственно, было в Челябинске с этой фурой, да, которая была начинена в операции «Паутина» дронами. Вычислили и поняли, ну понятно, это сюда он приводил, собственно, этих там европейских гостей, показывал супердроны. Потому что пиар. И этот пиар быстренько прочли и туда ударили. Но теперь об этом ничего, ни о чем узнать мы не сможем, потому что отключат мобильную связь. И вообще, идентификация по мобильному – это штука не новая. Во многих странах, там, чтобы купить симку, нужен паспорт. Причем давно.
Но Украина до сих пор славилась тем, что можно было в любом супермаркете любую там взять пакет стартовый, забросить там денег, вставить в телефон, и у тебя новый номер, и ты как бы свободен. И очень, кстати, люди, я помню, мы тоже там моложе были, гордились тем, что можно вот так вот взять телефон любой, и он никому ни к чему не привязан. А сейчас это уже становится проблемой. 500 шахедов за раз – это очень много. Но Зеленский и сегодня, когда обсуждалось и вышло полное вот это интервью ABC News, очень сетовал на американцев по поводу ПВО. Говорит, мы договорились о каких-то ракетах противошахедных в количестве 20 тысяч, дешевых, но эффективных, с какими-то там головками наведения, чтобы удачно бороться с шахедами. 20 тысяч ракет. Договорились вроде как при прошлой администрации. А сегодня Умеров ему звонит и говорит: все, эти 20 тысяч ракет с головками отправили на Ближний Восток американцы. Ну и, соответственно, Зеленский очень сильно катит бочку на американцев. Что ж вы нам не помогаете, пообещали, они дали, а дали другим, а что ж такое? И еще во вчерашнем странном вечернем обращении, которое было... Почему странным? Потому что мы понимаем, что когда вечернее обращение записывается из комнаты с белыми стенами, значит, это серьезные проблемы. И, в общем, ждут серьезных обстрелов. Он, собственно, требовал ПВО у американців. Для того, щоб збільшити українське ППО. Дуже потрібні позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки. Конкретні сигнали щодо ППО. Ми досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи, які можуть допомогти. Конкретні сигнали, а не слова. Конкретные сигналы, а не слова, требует Зеленский от американцев. И говорит: американцы, что ж такое? Но он не понимает, что у Америки своя, абсолютно своя жизнь и свои проблемы. Америка забивает, понемножку забивает на Зеленского, понемножку забивает на Украину, делает это достаточно планомерно, разруливая свои проблемы. На уходящей неделе была ссора с Трампом. Маск и Трамп рассорились. Маск пошел во все тяжкие, говорит: ты вообще в деле Эпштейна. Потом это все немножко спало, потому что разные группы подключились, давай их мирить. Я у себя в телеграм-канале высказал версию очень простую. Потом еще появилась вот эта история, что там с Бессентом они подрались, Маск его ударил плечом в грудь, это министр финансов США, ударил этого министра в грудь, а тот ему ответил, в общем, тот с синяком, в общем, такая вот перепалка, их разнимали. Ребята, это все шоу. Это все шоу. Тем более, что закончилось пока закончилось тем, что, там, понятно, какая-то партия, там, Маска, все вот эти все вещи, закончилось очень интересным и интригующим твитом самого Маска о том, что будет какая-то очень неожиданная, забавная, неожиданная развязка. У меня почему-то сложилось четкое впечатление, что эту руганину они сделали специально как... для того, чтобы почистить свои ряды. Понять, а кто поддержит, будет подливать масло в огонь, то есть кто предатель и работает на развал, кто поддержит одного, кто поддержит другого, кто поддержит обоих, кто как себя поведет в этом болоте под названием глубинное государство. И, собственно, заработают немножко денежек на отскоке, потому что там улетела вниз Тесла, потом начала немножко расти на фоне позитивных новостей. А отец Илона Маска, у него с ним сложные отношения, но тем не менее, он прилетел на форум, встречу в Москву, сфотографировался и записал видео на фоне Кремля, говорит: не надо ссориться, так по-отечески говорит, из Москвы, говорит: сын, ссориться с Трампом нельзя. То есть мы наблюдаем вообще очень интересный спектакль, в который все вот так вклюнулись, вот это вот, втиснулись, и давай, а кто за Трампа, а кто за Маска. То есть вот такая вот яркая история.
не до Украины, не до их ракет. А на выходных Майдан полыхнул против Трампа. И где бы вы думали? В Лос-Анджелесе. Протесты. Жуткие. Эти кадры вообще напоминают, как вот прям зону боевых действий. Горящие там мусорные баки с мегафонами, мексиканскими флагами, вы видите? И спецслужбы Национальной гвардии, стреляющие пейнтбольными зарядами. Штука интересная, ну как находка. Ну, в общем, кто играл в пейнтбол, может, знает, бьется больно. И плюс еще тут на тебе остается вот эта метка. То есть, да, то есть ты сразу понятно, что ты в этих протестах участвовал. Провели задержание. В чем проблема? Проблема в том, что ICE, это таможенная служба, начала массово заниматься мигрантами. Трамп начал выполнять свое предвыборное обещание. Дошло даже до каких-то подобий штурма здания вот этой ICE, ну как-то назовем проще, таможенной. Миграционка, таможенно-миграционная, там это по-другому немножко классифицируется, но тем не менее. Вот этой службы по делам мигрантов. То есть это ночные кадры, вечерние. Вот это здание как раз вот этой службы. Пришли люди, начали там, собственно, с флагами выкрикивать, начали там бросать чего-то. Ребята, это Америка. Только там ружья не настоящие, а вот эти пейнтбольные с краской. Это Америка. Вот такая картина. Трамп заявил, что вот эти 2 дня протеста он уже подавил, но и очень сильно критикует местного там губернатора, мэра, потому что они не справились, они вот такие никакие. Но благодаря Нацгвардии выделил туда 2000 человек. Все как бы утихомирилось. То есть служба начала, ну, в общем, возобновила свою работу и продолжает высылать нелегальных мигрантов. Они, конечно, лютые, эти мигранты. Вот так федеральных командировочных встретили в Лос-Анджелесе. То есть едут машины федеральные, несколько человек стоят на обочине дороги, и забрасывают камнями. То есть там настоящий бунт. Но Трамп всех победил. Правда, местная власть говорит о том, что не-не-не, такого не было. Никто никого не побеждал. Вообще не было никого, никаких нацгвардейцев. Да, но кто-то же стрелял с пейнтбольными ружьями, как бы разгоняя их. На самом деле ситуация такая, достаточно показательная. Показательная с точки зрения того, что смотрите, как все сыпется у Трампа. И это поднимают, раздувают. Лос-Анджелес бунтует, Маск теперь не дружит. Все. Но, как в любом сериале, который сейчас выстраивают, супергерой Трамп всех победит. Вот все вот к этому идет. Вы заметили, Украины тут вообще нет. То есть нет от слова совсем. Четко говорит, Путин, значит, будет бить. Украина сама дала повод, чтобы ее к чертям разбомбили. Это прямая речь Трампа. Позавчерашняя, по-моему. Все, будет бомбежка. А что США? Оружие хочет Украина? Нет, оружие США нужны самим. Потому что у них парад. Вот эти кадры говорят нам о том, ну, кто-то, конечно, строит тайную конспирологию, что вот США готовятся там что-то подавлять, какие-то моменты. Не, ребята, это заявлено как подготовка к параду.
У них там День войск, да, и день рождения Трампа. И Трамп захотел парад. Настоящий, военный. И вот по железной дороге. Это ускоренное еще видео. То есть вы понимаете, насколько длиннющий этот состав. Вот это все, так сказать, едет на парад. Вот эти все Брэдли, или что там, Хаммеры, да, вот эти все коробки. Это весь металлолом едет для того, чтобы порадовать Дональда. Очень большой состав был замечен этой техники в Соединенных Штатах Америки. Им не до этого. Им техника вот-вот куда нужна. И с Маском никто ссориться не будет. Сыграли люди на бирже. Кто-то на Трампкоине, кто-то на акциях. У него идет парад. У него парад. А в Украине потерян уникальный ГОФ, горно-обогатительная фабрика, ну, горно-обогатительный комбинат. Он возле Покровска, в своем роде уникальный, потому что он занимался углем, обогащением угля. Ну, там очищали породу, в общем, все, что от него осталось. И такой больше не построят. Есть абсолютно конспирологическая, но я бы сказал, я ее немножко, конечно, есть рацио ее понять, да, то есть и сказать, что ее поддерживаю, но понять ее можно. Вот это все никому не надо. Эти люди, которые там уезжают, не уезжают, эти все моменты, ничего не надо. Надо все стереть вот так с лица земли и потом добывать редкоземы, сланцевый газ, еще какую-то историю. Зачем люди? Даже если люди корпорациям не нужны. Поэтому все вот это вот равняется, обезжиривается, полностью уничтожается, освобождается от людей и лишних там каких-то строений, то, чего жалко. А почему строение? Если какой-то завод, там же люди работают, да? Их, конечно, всех мобилизовали, но можно каких-то бангладешцев нанять или еще там кого-то как-то, пенсионеров каких-то пристроить. Не надо ни заводов, не надо этого всего. Надо вот меньше народу и больше корпораций. Их это устраивает. И потом можно хоть добывай, хоть не добывай, оставь, пускай так будет. Как актив пассивный держи. Все же уже распродали. Правда, как с российской стороны смотрят на это все. Сегодня разошлось видео бывшего премьера, он там с ФСБ тоже был связан, руководил когда-то, Степашина по поводу того, что он думает насчет вообще этой войны. Касается Украины, мы думали, никуда она не денется. Вот это, я считаю, это огромная стратегическая ошибка начала 90-х годов. А никуда не денется. Это братский народ, никуда не денется, перебесится. А там работали системно. И янки, и Западная Европа, и все, кому не лень. Значит, никуда мы не денемся, перебесимся. А там системно работали. Янки имеется в виду американцы, Запад. Ничего страшного. Нормально. В 90-е у нас были вообще силы и возможности ими заниматься? Можно. Очень хороший, всегда говорят, пропагандист. А у нас вообще были силы и возможности ими заниматься? Ими заниматься звучит может как-то так, да? Там обидно для украинцев. Но по сути это как бы нормальный вопрос. Политически заниматься. На сближение, на контакты, чтобы не допускать войну. Не в плане там порабощать, но не военными методами. Вот о чем говорит. И Степашин фактически признает провал. Можно было заниматься, и можно было искать людей, с которыми нужно было работать. Я его как бывший директор ФСБ. Прозевали мы, к сожалению, прозевали. И потом, видите, за 30 лет так промыли мозги. Я вот был в Мариуполе сразу после освобождения, посмотрел книги в школьных библиотеках. Ужас. Ужас. А это русские люди и русский город. Это Азов, бог мой. Вот так. Поэтому приходится наверстывать упущенные, к сожалению, воевать. К сожалению, он получается прав, что русские прозевали. И, это четко Степашин об этом говорит. Насчет того, как промывают мозги, это, конечно, нечто. Появляется и широко тиражируется возмущение новым учебником по украинскому языку от 8 класса. В этом учебнике он сделан таким каким-то тренинговой тетрадью, разные задания. Вот эти персонажи.
Мы тут видим Тараса Чмута, вот этот «Повернись живым», который говорил, что надо все запретить, имеется в виду телеграммы, тиктоки. Видим Притулу, который из командировок заграничных не вылазит и дроны собирает, на дроны донаты, волонтер великий. Вот Берлинская, она сегодня вообще отметилась, говорит, значит, женщины и 18-летние, готовьтесь. Нужно будет понижать планку мобилизации до 18 лет и женщин тоже мобилизовывать. Вот она в учебнике истории за 8 класс. Ну, этот Василь Байдак, это комик, стендапер. Спортсменки, там Могучих Ярослава, там, которые руки не пожимали. Ну, то есть, понимаете, да, то есть теннисистка Светолина. А есть вот этот Никита Титов. Да, вот видите, Никита Титов. Он художник. Ну, в принципе, тут Васянович таки кинопродюсер, то есть, как бы, все вроде как, ну, на слуху, всех вроде как знаешь. А я так чудо, а что это за Титов? Вот я не знал, кто такой Титов, если честно. Может, как говорится, не в украинской повестке уже, но и как бы, и когда полностью был в украинской повестке, то есть не понимал, кто это такой. Ну и погуглил. Очень выдающийся художник. Вот это, например, его работа. Красиво? Красиво. В 14-м, как один, перемотанной ленточкой. А прутики в 18-м распались. Такой общественно-политический сатир. Вот, например, Новый год. Титов. Никита Титов. Через творчесть передаю свою віру в Украину. Но обязательно, что да, вот на армии Информ, вот, пожалуйста, украшает его, так сказать, творчество. Слушайте, ну я не знаю, надо быть художником, чтобы такое нарисовать. Ну, вот такой художник, понимаете? Ну, Титов. Это тоже его рук дело. Вот Никита Титов. Вот молодец. ТЦК. Треба цінувати кращих. Надо ценить лучших. ТЦК. И сердечко такое там. Нормальный. Надо его в учебник по украинскому языку. А что вообще за учебник? Что там интересно пишут? Вообще, конечно, очень интересно. Значит, реальные популяризаторы украинского языка. Кто они? Ну и тут начинается. Первая территория А. Это был такой хит-парад с украинскими песнями. Ну, в 90-х, там, в нулевых. Значит, украинская озвучка популяризаторы. Это Беверли-Хиллз, Альф, Друзья по-украински звучали. Нет, озвучки классные. Я считаю, что Альф больше сделал для украинизации позитивного. Но вот это в учебнике для школьников. Украинскоязычные альбомы Ирины Билык. Понимаете? Они вот пелись концерты и в Донецке, и Киеве. Океан Эльзы, Леся плюс Рома, Ирма Витовская, ТНМК, Тартак, Бумбокс, Скрябин, Абага Галамага, это издательство, ну то есть Сергей Жадан, Забушка, Ирина Карпа. И тут в конце, ну, не в конце, там еще список продолжается, в общем, номер 20, Виктор Ющенко, как политическая фигура, впервые поднял вопрос на национальном уровне. Петр Порошенко первым, как в определенном смысле, в певному сенсе, как он сам говорил в старом интервью, до 97 года был русскоязычный, потом сделал украинский язык частью своего фирменного образа. Ну, то есть армия мова віра. Уроки такие потрясающие. Вот урок номер 1. Значит, берется интервью у деятельницы, которая там занимается лингвоцидом. И берется ее интервью, и нужно вот это, вот это Валентина Мержиевская, автор какой-то программы, да, вот, лингвоцида, собственно, первое задание, надо расставить правильно ее интервью, блоки. Вот блоки, как правильно и логично это 1, 2, 3, там, 4. Причем интересно, что
В учебнике по украинскому языку Россия уже с маленькой буквы. Вот это просто потрясающе. Вот это вот учебник так учебник. Вот, например, пример задания. Прочитай текст, воспользуйся дополнительными материалами, расширь его на 3 конкретних примера і 1 цитату. Упродовж років Російська Федерація, видите, с маленькой буквы, Российская Федерация выстраивала миф про то, что ущемляют русскоязычное население в Украине. А в 14-м использовала его как повод аннексии Крыма и вторжения на Донбасс. Это по украинскому языку. Это не история какая-то, это вот украинский язык. В 22-м под лозунгом защиты братского народа Россия с маленькой буквы начала полномасштабное вторжение в Украину. Ну и там устраивала там на оккупированных территориях. Язык украинский с ошибками и нарратив, который вбивается в голову, что, собственно, русский язык никто не ущемлял. Но это тогда никто не ущемлял, а сейчас-то это еще другое время. Сейчас-то можно, а тогда никто не ущемлял. Ну и что тоже очень интересно, это вот продолжение вот того списка, лучшие популяризаторы. Сюда, кстати, попал украинскоязычный ТикТок, YouTube, стендапы. Ну и, конечно, не могли не вставить Зеленского. Зеленский нынешний на уровне персоналии. Его владение украинским языком улучшилось в сравнении с 2019 годом. Многие его поклонники смотрят и пытаются ему подражать. Вот. Потужно. В учебниках пишут уже о Зеленском. Правда, по языку. Насчет того, что утесняют или не утесняют русский язык непосредственно в Украине. В одной из одесских групп сегодня так злую, грустную, шутку, как бы так поулыбаться, хотя смеяться не над чем в этой ситуации. Я не знаю, он или она, но, в общем, сбросили скрины переписки. Парень и девушка познакомились, или там они вместе какое-то время, в общем, договариваются о свидании. Смотрите, он говорит по-русски, она по-украински. Понятно, там знаки препинания, понятно где-то что, но вот о чем они говорят. Он свободно сегодня? Она отвечает, возможно, после обеда буде годинка, будет часок. Давай только возле меня, окей, парень? Я вызову такси. Она не понимает, спрашивает, чему це? Почему это? Почему такси? Нет, почему возле тебя? И он пишет 3 заветные буквы. ТЦК. Она говорит, ой, бля, ты ж можешь сесть в такси сам, мол, зачем это все? И продолжается, что такие реалии. На лавочке посидим. Говорит, такие реалии, давай просто пройдемся. Я не заставляю, просто предлагаю. Тут как бы решать тебе. Это пишет парень. Девушка говорит, извини, это все, что светит, даже кофе не выпьем. Мне такси не нужно, я на машине. И кофе я сама себе куплю, даже тебе куплю. Но ходить по подъездами, не. И тут парень отвечает феноменально. Что мне важнее, поехать на полигон или выпить кофе? Ответ очевиден. У меня дома есть кофемашина. И она посмеялась и, собственно, сказала ему, ладно, удачи. Нет проблемы с языком, нет проблемы в языке, есть в другом проблемы. Другие проблемы есть. Но это уже переваренная блювотина уже попадает в учебники за 8 класс. 8 класс это достаточно взрослые дети, они все понимают.
Но из этого учебника им сделали вот такой, типа, не то что таблоид, то что-то, ну вот такой какую-то, не знаю, газету какую-то, да. Лингвоцит, там вот эта вся история. Ну а по поводу парня и ТЦК. ТЦКшники разные бывают. Сегодня вот, например, объявился ТЦКшник, который личным примером поддержал Алексея Гончаренко и многих других украинских спикеров, политиков, которые настаивают, что ТЦК должны надевать другую форму, чем ВСУ. Вопрос такой, сколько? Значит, останавливают, проверяют документы. Полицейский и какой-то типочек. Документы показать. Вот это ТЦКшник в костюме Рита. Ну, мы так называли Пума в детстве. Пума. Нормальный видон. Смотрите, кепочка у него тоже модненькая. Такой, на стиле парень. Я полиции предоставил документы. А вы кто? Вы по гражданке? Я противник ТЦК. Я работник ТЦК, говорит. Так вы по гражданке. Покажите, пожалуйста, документы. Вы по граждане? Я тоже могу одеть форму свою, которая у меня осталась. И представляться кем угодно. А что это у него за буква «С»? Красная, на лбу. Что она означает? Как-то вот она выбивается из общего ансамбля. Форму, наверное, забыл постирать. Или наоборот, постирал, да. Жена постирала, сушится. Ну вот, кепочка жены, похоже. Ну, в этом случае обошлось, конечно. Вот они даже уже форму не надевают, не заморачиваются. Что там, господи. Нормально, ярый противник ТЦК. Все. Вертел он всех. Это же новая шляхта, новая элита, новые вот эти, да, опричина вот это вот. Новые слуги кардинала. Ну, вот как-то так. А вообще, конечно, в армию надо идти. Армия – это дорога в жизнь. Вот этих боится из одесской группы парень, который переписывается с девушкой украинскоязычной. У него даже дома кофемашина есть, поэтому он там особенно боится куда-то высунуться. Приезжай ты на такси, походим здесь по райончику, чтобы домой можно было забежать вовремя и спрятаться. А тут этих вот с буквой «С» на лобешнике. А вообще, конечно, пропаганда шурует. Я упоминал берлинскую из учебника. Она сегодня говорит 18-летним приготовиться на мобилизацию, женщинам тоже приготовиться на мобилизацию. Но 18-летнім пока, вот видите, всі условия. 18-24, ну це дуже-дуже класний, гарний старт в житті. Тому що... Значит, пропагандистский ролик, да, показывают 18-24. Ну, слава богу, хоть не вот эти все нет. Що він дає можливість не тільки заробити достойні, гарні гроші, а ще й отримати доволі багатий досвід. Армія – це безцінний досвід, це становлення себе як людини, це відчуття себе як того, хто може, того, хто досягає, того, хто вміє перемагати. Він підписується лише на 1 рік. Після цього року людина отримує захист від мобілізації щонайменше на 1 рік та можливість виїжджати за кордон. 47 розмір ноги знайшли без проблем. Дали таке очікував, що все, що треба буде, все дадуть. На зимку, на літо, все дадуть. Гарні фінансові умови – це у першу чергу той самий мільйон, про котрий завжди говорять. І друге, це ж не цей мільйон не відміняє звичайну оплату військової роботи. Це до 100 тисяч, а інколи до 200 тисяч на місяць за власне бойову роботу.
В общем, нет боевой работы, да, то есть, в общем, очень хорошо служить просто потрясающим образом. Вообще замечательная история. Служба – это вообще прелесть. И 47-й размер ноги найдут тебе, все вот эти тапки. И все тебе вообще будет замечательно. И все дадут. И старт какой. И кроме миллиона еще и денежку получишь. Вот это я понимаю. Вот это вот что называется. И вообще нам показывают вообще какую-то параллельную реальность. Вообще самый лучший старт в жизни. 1 год контракта, а дальше вообще все дороги открыты. И за границу хочешь едь, и учись, и ипотека, и все, и куча денег. Только приди. А замминистра образования вообще выдал сегодня на гора потрясающую информацию. По его мнению, он дает интервью, и по его мнению, значит, 16-17-летние украинцы выезжают, а 18-19-летние украинцы возвращаются. Что ж это за тенденция такая? По его словам, за границу выезжает много людей в возрасте и возвращаются, ну, 16-17, 18-19 возвращаются обратно, потому что у нас качественное образование, дешевое и гораздо интереснее жить. Гораздо интереснее жить в возрасте 18-19 лет. Пазл сложился. Вот в 16-17 надо бежать, чтобы в армию не забрали. А в 18-19 уже возвращаются из своих Европ, потому что у нас интереснее жить. Ну вот как-то так. Ах. Вот такие условия. Интересно, что сегодня тоже я хотел, чтобы в нашем, да, вот в нашем шуме, очень бы хотелось, чтобы вот в нашем шуме сегодня, спасибо большое за то, что поддерживаете в чате. А как вообще вот по-другому, да? Как вот интересно, вот как вот по-другому все это может быть? Вот как в Америке с солдатами? Сегодня появилось очень интересное видео, русскоязычный. Ну, судя, наверное, русский, ну, который с американским паспортом, рассказал, а как вот в неинтересной Америке обращаются с солдатами. Мы же туда стремимся. Хотя сейчас непонятно, конечно, Америка вроде как уже не друг, но стандарты мы же хотим вот эти, американские. Вот давайте посмотрим очень такой интересный короткий ролик. Солдат в Соединенных Штатах Америки рассказывает о своем бюджете на месяц. Ну вот, в сравнении. Короче, я рядовой 4 года выслуги. Начисляют 6320, на руки 5710 после всех там числений, пенсий, налогов. Из них 1660 я плачу ипотеку. Где-то $500 уходит на коммуналку. Дальше. А страховка на автомобиль. Я плачу за полгода вперед, но это, если разделить, получается $185 в месяц приблизительно. И платеж за сам автомобиль. У меня Mitsubishi Outlander 2022 года, брал новый, салона. Платеж в месяц у меня $0, потому что я его выплатил. В том году брал дом, когда покупал, выплатил и машину. Дальше, медицинская страховка на всю семью. В прошлом видео прям людей цепляло это. Бесплатная на всю семью, потому что военная бесплатная медицинская страховка на всю семью. На еду, на продукты, плюс сюда же входит что-то, какую-то шмотку куда-то купить, тоже выйти куда-то перекусить, да, какую-то кафешку, ресторанчик. У нас где-то в среднем, $2000 в месяц уходит на это все. Таким образом, после всех затрат у меня на руках остается $1365 еще. Это был свежий апдейт 2025 года, прошлое видео. 2023 года залетело на 5 лямов просмотров. Вот решил показать вам, что на самом деле тоже устаревшие данные. Нам каждые 2 года в армии, в военном в США, армии, вот Air Force, я служу, да, каждые 2 года повышают зарплату. Плюс каждый год происходит индексация зарплаты. В этом году, в начале этого года, Трамп, когда президентом стал, он сильно поднял зарплату. То есть у меня оклад был там 2600, а Трамп подписал указ, у меня стал оклад 3500. Это я посчитал нужным и справедливым, честно вам всем об этом рассказать. Ну, вот и рассказал.
Вот такие условия в невоюющей, самой сильной, как там считается, армии мира, Соединенных Штатах Америки. У нас, у них. У нас война, экономики нет, мы просим у них оружие, мы просим у них все, и вот как бы там вот у них, ну как бы отношение, да, к солдату. Почему я вот провожу эту параллель? Это же, ну, сравнивают же сравнимое. Мы не можем с ними сравниться. Это понятно. Но когда у нас рассказывают о том, смотрите, как хорошо, 1 год всего лишь послужить, контракт, а потом ты вообще свободен на год до следующей мобилизации, смотри, сколько денег тебе платят, в воюющей стране, где можно, собственно, быстро и умереть, да, пройдя вот эту фешенебельную подготовку. А инвалиды, ветераны, на вот этом довольствии, выведенные за штат, получают там по 1000 гривен, максимум там 2-3, и живут никому не нужны. Никому не нужны, кроме своих родных и близких. Вот в каких параметрах мирной жизни, это вот главная мысль вот этого примера с американским солдатом, в мирной жизни самочувствие и вот ощущение солдата. На передовой ему хоть $1 миллион пообещай за каждый боевой выход. В мире сравнивается отношение к военному человеку. В мирной жизни, в тылу, там, где нет войны. Ну, а у нас по-другому. Тоже так интересно, знаете. Вчера же, я уже упоминал, родительская суббота. Перед Троицей был большой праздник. И в Украине возле Министерства иностранных дел провели акцию, ЛГБТ-акцию. Собрались с флагами, там, в общем, скандировали. Была акция и контр-акция, и полицейские. Они вышли с флагами, собирали на Русорис Стерненко. Собирали деньги. Говорят, мы вот вышли такие ЛГБТшники, как бы за свои права. Марш, наверное, не разрешили, судя по всему, потому что в целях безопасности. Но вот они провели акцию. Вышли и, мол, донатьте Стерненко. То есть вот эти все ЛГБТшники как бы призывали донатить Стерненко. А их пытались освистать, разогнать, противодействовать другие, как бы там, да, националистические силы. И вот в этой давке, когда, собственно, оттесняли полицейские вчера вот эти националистические силы, появился, не просто так я вспомнил о этих ветеранах, выведенных за штат, инвалидах, появился человек с протезом. Вот здесь замедленное видео, он этим протезом, видите, он ударил полицейского в лицо. Ну, его, в общем-то, скажем так, скрутили и отправили в автозаки, там были задержания. Полиция сегодня отчитывалась о том, что вообще это было. Смотрите, у них были дымовые шашки, у них были фаера, у них были газовые баллончики. В общем, опасные были жутко. Полицейский пострадал, потому что его в лицо ударили протезом. Ну, в общем, вот уже этот человек возле полиции. О нем, так сказать, сторис выкладывают. Полиция задержала парня с протезом. В ходе задержания ему, так сказать, протез испортили. Уровень абсурда. Задерживать парня с протезом. Ну, в общем, от протеза мы видим, что осталось. Как бы треснул. Работает, не работает, сказать сложно. Ну, вот так. На акции против ЛГБТ. Я так понимаю, бывший украинский воин, потерявший руку, отметился. И самое интересное, подобных акций будет больше. Эти люди с протезами, ну плюс-минус, да, они еще скажут свое слово, в том числе и вот на подобных акциях. То есть вот мы начинали сегодняшний шум о том, что уехать ты не можешь из Украины, живой, мертвый въехать ты тоже, получается, не можешь.
человек с протезом, который потерял руку на войне, идет, так сказать, в акции против того, что... Ну, он же воевал, он же руку отдал за это государство. А тут возле Министерства иностранных дел и Михайловского собора, ну там рядом, Стерненко на русорез собирают геи и лесбиянки. Это какой-то дурдом. В Великую субботу, Троицы, родительскую. Это не страна, это просто какой-то абсурд. То есть вот просто вот так вот сложить вот эти все пазлы. Он идет на акцию, ему там ломают этот протез, потому что в этом всем пылу. Он этим протезом бьет в морду полицейского. Это похлеще, чем... Я даже не знаю. Это похлеще, чем Грета Тунберг, я вам хочу сказать. Это вообще что-то такое, нечто. Как эта страна может жить? Тут Стерненко русорез для фронта собирает, бывший фронтовик против тех, кто собирает, полицейские его пакуют, ломается протез, а на протез никто не собирает. Все собирают на войну. Уровень абсурда зашкаливает. Кстати, про Грету Тунберг. Ой, по состоянию на сейчас не знаю, там, как обновилась, но я реально переживаю. Реально переживаю. Значит, Грета Тунберг вместе там с какими-то другими тоже активистами-блогерами сели в кораблик и плывут в Газу. Плывут в Газу. Накидали там какую-то муки, гуманитарной помощи и плывут. Израиль закрыл там прием кораблей, все эти там судоходства вокруг Газа, они их утюжат, продолжают дальше, а Грета Тунберг плывет. Вот так вот это все выглядит непосредственно. Вот это вот яхта, там палестинский флаг, Грета плывет в Газу. Вот она на носу этой яхте, вот она с флагом, все как положено. Но в чем интрига и в чем действительно опасность? Значит, Исраэль Кац, один из министров Кнессета, ну не Кнессета, а имеется один из министров кабинета Нетаньяху, пишет вот что. Я поручил армии обороны Израиля действовать таким образом, чтобы флотилия ненависти Мадлен не достигла берегов Газы и принять все необходимые для этого меры. То есть он приказал армии, фактически это означает топить Грету. Топить. А это лодка ненависти. Топите ее. Со своей гуманитаркой туда прется. Антисемитке Грете и ее коллегам-пропагандистам Хамас я говорю ясно. Вам следует повернуть назад, потому что до Газы вы не доплывете. Израиль будет противодействовать любым попыткам прорвать блокаду и оказать содействие террористическим организациям на море, в воздухе и на суше. Ой, я эту формулировку, слушайте, где-то слышал. На море, в воздухе и на суше. Это вот про перемирие в Украине. Слушайте, короче, могут утопить Грету. Прям на этом Мадлене, на этой... Слушайте, я против. Нет, у Греты к Грете может быть разные отношения. Но армия Израиля, угрожающая вот этой девчонке, там какая-то француженка еще, в общем, которая поддерживает палестинцев, и едут туда, конечно, в пиар-акт, в пиар-смысле, и в смысле там, солидарности с уничтожаемым Израилем палестинским народом, топить ее корабль, угрожать, это вообще что-то несоизмеримое. То есть вы представляете, какой уровень маразма не только вот в Украине, да, вот с этими русорезами, стерненками, инвалидами, ни живой, ни мертвый, никуда не въехать, не выехать. Мир сходит с ума. Что значит, ты что, утопишь ее или что? Мы не допустим. И в Газе не заканчивают, и в Украине не заканчивают. Вообще это ненависть, вот эта вся глупость. А ведь можно просто немножко повернуть голову на север и как бы оценить масштаб и ужас того, насколько изменились украинцы внутри
украинцы там за рубежом, украинцы в принципе, да, и насколько изменилась Украина как страна. Как государство это гиблое дело, но как страна тоже, как общество. Сегодня в украинских пабликах ржали. Сейчас я вам поделюсь, чем. Лукашенко решил установить памятник Си Цзиньпину. Лукашенко – памятник Си Цзиньпину. И, мол, так ха-ха-ха, там это все, вообще там с катушек слетел, как это там, картофельный диктатор, там, да, или как его там называют. А я так вот смотрю, подождите, какой памятник, о чем речь? А речь о том, что китайцы, а Лукашенко часто летал в Китай, вот был недавний визит его в Китай, и, ну, сотрудничество. Китайцы отгрохали и их специалисты, и их деньги, потому что ни копейки, как утверждает Лукашенко, на это не потратили, стадион и бассейн международного уровня в Минске. И он его открывал. И о памятнике сказал на открытии. Сказал вот как. Было принято решение о строительстве здесь национального стадиона. И однажды в Пекине, ведя переговоры со своим старым и очень надежным другом, президентом Китая, председателем КНР Си Цзиньпином, я начал этот разговор. И он, знаете, так по-китайски, китайцы очень люди спокойные, взвешенные. В конце того, как я ему поделился мыслями, он сказал, мы подумаем. В следующий раз, 12 или 13, но я его не просил тогда, 12 или 13 раз, бывая в Пекине. 12 или 13 раз, бывая в Пекине, то есть это как бы шло годами. То есть уровень мышления. Заговорили о каком-то, неплохо было бы стадион, там что-то построить, какой-то совместный, чего-то как. Закончил переговоры, официальную часть, он меня берет за руку, говорит, давайте что-то покажу. Опять не по-китайски, думаю, ну что-то тут случится. Он меня подводит огромный стол, и что-то там под какой-то простыней покрывало. Снимает это покрывало и говорит, вот бассейн, о котором ты мечтал, и национальный стадион международного уровня. Мы это подарим белорусскому народу. То есть китайцы, то есть Си Цзиньпин, они там поговорили, потом раз 10 встретились, он его отводит в сторону, говорит, снимает вот эту, ну, скажем, накидку, на, я так понимаю, макете, модели, да, то есть вот это мы подарим белорусскому народу. Мы, китайцы, подарим белорусскому народу бассейн и стадион. Я сразу не поверил. Хорошо зная Китай, китайцев, не поверил, но потом подумал, ну китайцы просто так зря ничего не говорят, а тем более первое лицо. Вот с этого все началось. Строили относительно быстро. Бассейн международного уровня вы видели. Полностью подарок китайского народа. Там нет белорусских денег. И вот сегодня мы официально открываем величайший памятник. Я сказал на входе, где вы видели, китайцы привезли 2 футболиста. Такой памятник, я сказал, что впору бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину, потому что только благодаря им, приняв решение, китайцы построили за свой счет этот блестящий стадион, как министр сказал, которых мало в Европе. Ну и понятно, да, там товарищеская игра, открытие стадиона. Подумалось. Китайский народ делает подарок белорусскому народу. Подарок не шуточный. То есть, ну, это... Я вот помню это все в 2012 году, да, вот когда в Украине с поляками было Евро 2012. В Украине отгрохали стадионы, там Днепро-арена, Донбасс-арена, Олимпийский, Львов-арена. Время какое было? Время какое? Когда строились стадионы, бассейны,
ледовые катки, ну вот эти, да, дворцы или как-то. Причем проект был, что в каждом там районе большом каком-то, чтобы в доступности был, чтобы детки могли, ну, имели возможность, понятно, что там, походу, там это все бесплатно не было, тогда там 12 год, по-моему, там где-то 11-12, этот проект длинный был, но имели возможность кататься на коньках, заниматься хоккеем, ходить на фигурное катание, то есть строилось вот это. И сейчас перемололи, перелопатили, раздавили страну, а мы смотрим, как украинские паблики ржут над том, что вот смотрите, диктатор Лукашенко поставит памятник Си Цзиньпину. Я специально показал этот кусок полностью, потому что там рассказана история. Сам стадион — это памятник, да, и это благодарность Лукашенко Си Цзиньпину, потому что такие проекты, не потратив ни копейки денег, а как вот в подарок, это же хорошо и то похоже. От чего все мы отвыкли? А потому что помощь Украине военная — это не стадионы, это пули, патроны, это инструмент для убийства. Кто скажет, что для убийства, для защиты. В кредит. Европа дает кредит, она не делает такой подарок. Никакой. Что-то там дают, конечно, бесплатно в плане, но это же в плане войны. А в плане мира. В общем, рад я за белорусов, за то, что у них вот такой стадион отгрохали, открыли, бассейн, международный уровень. Осталось только, чтобы этот международный уровень вернулся. И действительно, не стыдно было там, Беларуси принимать и спортивные соревнования большие по плаванию, по водным видам спорта. И, конечно, чтобы футбол вернулся тоже без вот этих всех «но». Но есть о чем подумать. Вот есть о чем подумать в отношении того, что вообще происходит. Друзья, подводим итоги нашего сегодняшнего вопроса. Ух, как, спасибо большое, 27 тысяч голосов мы получили. Что происходит с телами? Ну вот что это за ситуация? Как вы ее оцениваете, имеется в виду? 3% мухлюет Россия, так не договаривались. 12% нет технической возможности, то есть это... Украины нет вот так вот взять, пригнать кучу рефрижераторов, сильных мужиков, которые не на фронте, перегрузить там, да, и отправить в распредпункт, проверить и все. Нет технической возможности. 12%, 28% считает, что мухлюет Украина. Это в любом случае, вот чем бы сейчас ни обернулось, это удар по имиджу, репутационный. Очень проблемная история, прежде всего для Украины, вот сложилась. Ну а 57% они выбрали этот эмоциональный четвертый вариант, это какой-то позор, похороните их уже. И я с вами согласен, светлый праздник Троицы, да, неупокоенные души, неупокоенные тела, вот это вот на них делается вот эта вот вся... Вообще это не должно было так происходить. Вообще, надо было принимать и хоронить по-христиански, по-человечески. Ну, а так получился какой-то позор. Какой-то позор, это 100%. А их нужно предать земле. Друзья, значит, смотрите, по поводу вопросов. Сейчас буквально несколько вопросов прозвучит обязательно. Я хотел бы вернуть, видите, как 2 часа 13 минут опять, да, то есть все очень долго. Но этот вот момент я хотел бы вернуть, потому что вопросы предлагал я оставлять в предложку и вернуть, так сказать, вот этот шум, вернуть «Колобок, куда мы катимся». Значит, «Колобок, куда мы катимся» — это рубрика, где вы рассказываете, делитесь историями. Сегодня будет одна из таких историй, поэтому попрошу немножко терпения. Она очень интересна насчет, так сказать, образования. Пишет девушка, ну, женщина, вот что, не буду называть, как зовут, ну, хотя, в принципе, все могут догадаться, и так по сути рассказанного. Значит, приветствую вас, Александр. Прежде хочу благодарность за работу выразить, мысли и поддержку. Спасибо большое.
Значит, колобок, куда мы катимся? Дочка учится в одном из одесских университетов. Обучение дистанционное, потому что нет укрытия на факультете. Конец учебного года, июнь. Куратор срочно сообщает, что летняя учебная практика будет обязательно проходить очно в июне с выездом и, скорее всего, на предприятие Винницкой области. Ничего, что война, ничего, что ехать туда 6-7 часов без остановок. И еще неизвестно, как придется добираться. Благо, конечно, что не в Херсонскую или Николаевскую области, потому что там опаснее. От студентов, соответственно, посыпались вопросы. Во-первых, все были постоянно на дистанционном обучении. Из чего в конце года вдруг выводить всех на очную практику? Во-вторых, никто из преподавателей заранее не предупреждал, что практика в конце года запланирована в очном формате. И в-третьих, что самое главное, на мой взгляд, многие учащиеся находятся не в городе, а в разных областях Украины и даже за границей. Люди находятся за границей, дистанционно учатся в Одесском университете. В том числе мальчики, которые точно не поедут на практику и не вернутся в страну. Да и в конце концов новая волна эскалации, каждый день не знаешь, что куда прилетит. Недоумение, зачем, с какой целью, ведь понятно же, что посещаемость в лучшем случае будет половина, а то и меньше. Ответ не заставил себя долго ждать. В этом сообщении от куратора последовало продолжение, что те учащиеся, которые не могут ввиду разных причин очно присутствовать на этой практике, могут написать заявление на индивидуальный график такой практики, которая будет проводиться дистанционно. Но это стоит 4000 гривен. Теперь стало ясно, зачем нужен был такой поворот. Получается, что кто-то будет на свой страх и риск, непонятно как добираться в другую область, жить там, неизвестно в каких условиях, работать 2 недели, а кто-то 4000 заплатит и может дистанционно проходить, сидя у компьютера, и получит зачет. Нотка благородства бесплатно для льготных категорий, прямо с барского плеча, пишет женщина. Также куратор сообщил, что с следующего учебного года обучение уже только очное, но укрытия как не было, так и нет, бомбоубежище. Но, опять же, для тех, кто может выйти офлайн, не может выйти офлайн, обучение имеется тоже платная опция, дистанционное обучение, только опять те же 4000 гривен. На сайте университета нашла не положение, которое прописывает, ничего вообще не пишут. Чтобы прояснить эту ситуацию, созвонилась со знакомым преподавателем из этого же университета. Он рассказал, что коллектив поставили перед фактом. На выплаты зарплаты отпускных в университете денег нет. Если хотите получить зарплату в июле, каждый факультет должен заработать в кратчайшие сроки 700 тысяч. И сказали, каким способом. Вот этим, который она привела. Платным негласно нас указали сделать возможность пересдавать экзамены и зачеты за деньги, пересдача. Возможность будет 1000 гривен стоить. Уже больше года как платным является любой заказ любой справки в деканате. Даже вычеркнуть студента из проекта приказа на отчисление 4000. Ректор сказал, что Министерство образования дал автономию университетам, то есть имеют право. Только мне такие услуги кажутся не образовательными, а вымогательными. С такой тенденцией что будет дальше? Вход на территорию университета студентов платный. Задать вопрос в деканате 100 гривен. Раньше это называлось взятка. И это было стыдно, неудобно, осуждалось и пресекалось законом. А теперь платная образовательная услуга на зарплату преподавателям, на премии ректору и деканам, на подносы министерству. Чему же стали учить в университетах? Вот такая история. Я думаю, что многим откликнется. Ну, тем, кто учился, кто в университете, кто нет. Напишите, пожалуйста, как вам. Вот это реалии современного образования в военное время. Выбивание денег. Укрытия нет, значит дистанционно. Ой, нет, теперь все будут очно. Ну, хочешь дистанционно, заплати. Справочку заплати. Давай, заплати. Вот такое образование. Вот так это все. Вот к этому все деградирует. Вот к этому все скатывается. Спасибо вам большое за это письмо. Этот материал в колобок, куда мы катимся. Прокомментируйте, друзья, пожалуйста, в комментариях, если в записи будете смотреть, и в чатике тоже. Поехали по вопросам. Сначала в предложку. Здравствуйте, Александр. Анвар Загитов пишет.
Удается ли вам бывать на улицах, в транспорте, в магазинах, чувствовать настроение людей, о чем говорят в Украине? Мне кажется, важный показатель — посещаемость строительных дачных супермаркетов, рынков, саженцев. Если вы не в Украине, что говорят оставшиеся там знакомые, друзья? С уважением, Анвар. Анвар, настроение удручающее. То, что говорят люди, которые там у меня остались в Украине, знакомые, друзья, ну, люди, да, с кем держишь связь. Я имею в виду простых людей. В супермаркетах и везде. Да, людей окучивают, оболванивают, но все уже понимают реальность, неизбежность этой реальности. И войну надо заканчивать. Поэтому Зеленский и переметнулся вот эту риторику, что мы за мир, а Путин нет. Мы хотим мира. И украинцы, но Путин же не хочет мира. Понимаете? Эта игра, я думал сначала, что это игра на Трампа. И все эксперты в этом говорили, знаете, в эфирах везде, что на Трампа, игра на Трампа. Нет, это не на Трампа. Это в том числе на уставшего украинца, которого уже достали смерти, гробы, ужасы, недообмены в том числе. Когда в Украине будет президент украинец, а не еврей, то наступит мир, спрашивает Зафар из Таджикистана. Вы знаете, все очень обходят и стесняются этого вопроса. Но с другой стороны, а почему бы не ответить правду, да, как все думают? Да, в Украине должен быть президент-украинец. Без чужого паспорта. И даже там, пускай это будет плохой украинец. Ну, вот как там у «Слуги народа», да, было монолог вот этот. Украинец или хохол, да, там рождается украинец, становится хохлом, вот это все. Красиво Зеленский это исполнил в образе Голобородька. Но это не должен быть актер, певец, боксер. Это должен быть украинец, потому что он не позволит добивать Украину. Добивать, нещадно уничтожая украинцев, относясь к ним как к скоту и, ну, фактически расчищая жизненное пространство, не знаю, или для корпораций добывающих, или для кого-то другого. Издеваясь над их языком, мозгами, насилуя их в уши, в рот, имеется в виду язык, да, языковой вопрос, в уши по поводу пропаганды этого идиотизма, должен быть украинец. Даже самый мерзавец украинец, он все равно, у него найдутся тормоза для того, чтобы остановиться. И политик, не какой-нибудь там из депрессивного промышленного региона выходец. Поэтому я с вами, вот в Таджикистан привет, и я с вами согласен. Инна Попова. Добрый вечер, Александр. Вы тоже согласны с мнением, что Шарий помогал Зеленскому стать президентом? О том, что Анатолий тоже голосовал за него, он говорил, но чтобы помогал, или я что-то упустила? Нет, смотрите, это вся история по поводу всем... Это же старая песня. Кто там Шарий, не только Шарий. Все помогали Зеленскому, все помогали стать президентом. Все были против Порошенко. Потому что Порошенко был нехороший украинец. Нехороший украинец. Потому что война продолжалась. Нам казалось всем, что это вся война, что, ну, наоборот, надо всем все останавливать. Пришел Зеленский. Да, вот. С мирной повесткой. Сейчас же Зеленский вообще там, он был один, потом был второй, сейчас вообще третий. И люди не помогали Зеленскому. Они были против. Зеленского никто не знал. Если бы кто знал Зеленского изнутри, очень мало людей знали изнутри. Какой он человек, какой у него стиль управления, какой он, ну, этой корпорации квартала. Все видели только вот этот вот, да, то есть фасад. Ой, сияют витрины, горят фонари, Жека кошевой, еще худой. Вот это все, там, Юзик. А сейчас Жека как Юзик, понимаете? Поэтому не рассмотрели. То есть никто не знал изнанку, никто не знал, что за ширмой. А за ширмой оказалось вот это.
Кот в мешке, как Порошенко говорил. Так и получилось. Поэтому не помогали не ему, а были против Порошенко. Саша, когда этот ад закончится? Я очень надеюсь, что к концу года закончится. Очень надеюсь. Хотя вот видите, какая риторика. 30-й год, 30-й год. Не хватит. Не хватит. Украинцев не хватит. Ну, кого-то там, колумбийцев сейчас уже он призывает, 18-летних женщин. Раскручивают этот каток. А мир любой срывают. Вот это показательная история. Тут же опять-таки была договоренность между группами. А россияне пообещали в Стамбуле, и они как бы Стамбул выполняют, а не договоренности между группами. Так, Алкит из Пензы, пользователь. Давайте мы похороним погибших ВСУшников у себя в России, сделаем соответствующий мемориал, пригласим родственников, пусть простятся со своими родными, только это будет еще большим позором для Зеленского. Сергей из Пензы. Сергей, слушайте, ну я уже ни к чему не удивлюсь. Я вот в эфире, вчера, по-моему, да, в прямом эфире, говорил, что, ну так, нельзя это оставлять. Что значит, они приехали с рефрижераторами, ждут наших, а наших нет? Так нельзя делать. Это не Зеленский прилетел в Анкару, говорит, Путин, прилетай, я тебя жду. Там в холодильниках наши бойцы, на которых смотрят бойцы живые, представляя себя на их месте. Это полный, это клин, это надо было гасить и информационно, и идеологически, и медийно, и надо было что предпринимать. Потому что я говорил, что они опубликуют списки. И пошли первые списки сразу же, вечером. Дальше. Они могут опубликовать, а с кем они договаривались. Конкретно. Или переписку, или что там за канал связи, все пишется. И тогда вообще это они сядут в лужу. А это уже третий вариант, когда повозить носом. Ну, это вот как кот нагадит, хватаешь и носом вот это вот возишь. Это вот вы пишете, Сергей из Пензы, вот этот вариант. Взять, похоронить у себя, пригласить родственников. Только тут такая проблемка есть одна, очень серьезная. Могут не выпустить, раз. Могут устроить проблемы этим родственникам, два. Какие? Они касаются и выплат, то есть в пропагандистской такой, да, показательной акции не могут принять участие. То есть поехать в Россию и не могут, иначе они не получат ничего. Они и так, если они не передадут, то есть они ничего не получат. Ну, тут только... Может, взыграет что-то, наконец-то, мозг включится и не заберут, чтобы родственники хотя бы компенсации получили и вообще сами похоронили. А родственников в России, а потом по возвращению, это же все. Он недавно там какой-то блогер из Турции поехал в Украину, его кружили, катали, потом выгнали, депортировали, сказали, у тебя в паспорте, в твоем турецком, а он какое-то путешествие снимает, тут разные места, какой-то travel-блогер. У тебя там, ты был в Москве, поэтому ты шпион, пошел вон отсюда. Скандал жуткий. Ну, как жуткий, там блогер не сильно большой, там сколько там тысяч там на Ютубе, ну, именно такое путешествие. А представьте, что с этими будет, если они туда съездят. Поэтому я против этого варианта исключительно в гуманитарных, гуманистических целях. Поэтому вот как-то так. Так, значит, да, друзья, спасибо большое. Нас с вами сейчас онлайн 31 тысяча. Спасибо большое за то, что ставите лайки. Не забывайте это делать, пожалуйста. Спасибо, что ждете шум. Мне вот очень нравится шум по воскресеньям. Можно, скажем так, как говорится, немного даже... Ну, в том плане разгуляться мыслью по древу, потому что после целого дня я понимаю, что там часик, полтора, 2 часа это, конечно, много. Здравствуйте, Александр. Как вы думаете, Алексей Арестович подходит на должность президента Украины? Ну, если сравнивать с этим, то, конечно, подходит. Если с этим сравнивать президентом Украины, мне кажется, любой подойдет. Любой. Саня из Крыма. Мы в шоке от лицедея. По Украине есть ностальгия, но вот этот парахолицедей
Это ж дракон, не про жизнь, Олег. Ну, получается, да, привет вам в Крым. Это лицедейство, да. Таких даже хоронили за кладбищем актеров. Так, значит, Александр Боболев, Сань Тезка. Желаю тебе, семье, человеческого счастья, крепкого здоровья, родным, близким. Сибирь, Алтай, Бийск. Ничего себе, к 3 ночи время приближается. Шуметь хочется, когда наладим мосты. Слушайте, 3 часа ночи у человека. 3 часа ночи, он шумит. Поставьте, пожалуйста, лайк. Это просто супер. Спасибо вам большое, тезка. Мосты будут после войны. Вот когда все закончится и сменится власть в Украине. И тогда как-то вот найдутся и мосты, и все остальное. Угу. Значит, да, 2-3 недели. Александр. Лет 20 назад были разговоры о постройке аэропорта на нейтральной территории между Белгородом и Харьковом. Направо украинской таможни, налево российская. К сожалению, на уровне разговоров. Да, хорошие были проекты, Артур. И действительно, Харькову бы это нужно было. Ну, там есть свой аэропорт, но вот если имеется по строительству чего-то побольше, это, конечно, да, это вот прям... А там города рядом, то есть, да, там если вот где-то на границе сделать такой проект, это был тоже очень классный проект. Я еще помню, были разговоры еще там в 90-х, нулевых, хотя они раньше были. Тот город, откуда я родом, это Лисичанск. То есть Лисичанск, Северодонецк, рубежная. Там, ну, Кременная нет, там, в общем, сделать большим городом, назвать его Менделеевск, ну, потому что город химиков, там НПЗ, Азот был, вот это гиганты, большие предприятия, и вот сделать такой, и сделать там областной центр, то есть не в Луганске, а там. Действительно, вот путем этого укрупнения все выглядело очень современно, Северодонецк был самый молодой город, да. В Украине самый молодой это после Чернобыля Славутич, но один из молодых городов, именно таких, Северодонецк. И вот молодой город, старое предприятие, это все объединить и сделать там областной центр. И вроде как логистика проще, к Харькову опять-таки ближе. Но это все проекты такой, знаете, большой страны, или хотя бы там 2 стран, но которые там дружны между собой. Сейчас это все, конечно, прожекты. Сочи смотрит, привет, спасибо большое, что смотрите. Я думаю, что война будет еще долго, ЕС хочет воевать с РФ руками украинцев. Да, Менделеевск уже есть, а где? Сообщите, я пропустил что-то. Менделеевск это вот 3 города. Саша, вы понимаете, как россияне и белорусы относятся к братьям-украинцам? Ну, знаете, как бы, опять-таки, тут... Есть же братья, есть не братья, понимаете? Тут же тоже момент. Оружие, убийство, ракет. Поэтому тут об отношениях между народами надо заканчивать войну и как бы говорить и заниматься этим. Не пускать на самотек, а заниматься. Степашин четко все сказал. Вот можно к нему относиться по-разному. Но он говорит четко. Да, прозевали. Да, не занимались. Да, вот это вот все. Ну, типа, оно же, понимаете, противоречит, его логика, она же противоречит сама себе. А типа Украина никуда не денется. Так вот же, девается. Так что, делась уже. Антироссия стала. А что вы делали? В конце концов, пришли войной, понимаете? И все тут, и будут тут все спецслужбы, и Британии, и в Украине, и Америки, и всех на свете, и не выгонишь их отсюда. Только вот путем получается, ну, условно, чтобы дроны не летели на российскую территорию, не поражались российские объекты, значит, надо отодвигать линию фронта на запад. Но даже если там какой-то останется кусок, все равно оттуда всегда будет там, ну, какая-никакая угроза, потому что это будет тоже плацдарм для условной прокси-войны Запада, о чем открыто говорит Рубио и другие, против той же России. Просто это все будет как бы с такой очень большим расстоянием.
Слушает вас грек, временно проживающий в Германии. Шум — это хорошо, но идея о плохом украинце — это мимо. Порошенко тоже до последнего украинца. Не-не-не-не, это не мимо. Порошенко не до последнего украинца. Порошенко седлает риторику. Просто в этом режиме украинцы забиты, и поэтому социология дает туфту о том, что все за войну. Нет. Украинцы за мир. Украинцы и пострадавшие, и не пострадавшие, и выехавшие, и приехавшие, все за мир. Просто это как вот такой советский какой-то, да, идиотизм. То есть говорим одно, думаем третье, там, делаем второе. На кухнях, да, на кухнях вот это все обсуждается. На кухнях все за мир, чтобы вы знали. И когда это уже ужас, этот ад и кошмар закончится? Это на кухнях. Поэтому Порошенко политик. Политик. Как это? Политическое животное. Оно нюхом чует. Ага, люди за мир, и я, значит, буду говорить за мир и буду нравиться. Но сейчас нельзя это говорить. Потому что кровь, гробы, тела в рефрижераторах и все остальное. Кухни запретит. Может. Значит, когда подпишут капитуляцию, кем станут ваши ветераны? Вячеслав. Что-то ты запутался, Шелест. Нет, я не запутался, Наталья, нет. Украинец имеется в виду. Я же отвечал на вопрос из Таджикистана, когда украинец будет у руля страны. Тогда, может, будет легче, я это отвечаю. Вообще не запутался. Значит, Богдан Хмельницкий. На тела, а туши. Ну, зря вы так. Все-таки надо как-то культурнее. Так вот, с кем будут ветераны? Это тоже большая работа с ветеранами. Предстоит всем. С психологическим состоянием, с правильной героизацией, с правильной идеологией, подходом к их подвигу. Вы же заметили, вот давайте на этом я закончу сегодня, и так уже. Ух ты, ничего себе, 2.36, ё-моё, хоть бы остановил кто. Ребята, спасибо большое, 31 тысяча нас онлайн, вот это да, вот это абсолютный рекорд шума. Ой, будут опять в комментариях ругать. Ой, открыл видео, а там 2.40, ой боже, все, не буду смотреть. Смотрите, в этом же и проблема. Нет героев у этой войны. У этой войны со стороны украинской идеологии есть только один герой – Владимир Зеленский. Один герой. У нас, если есть какие-то герои, то это какая-то чухня. Привид Киева, пес-патрон. Конкретные нужны герои с конкретным подвигом, чтобы вбивали в каждую голову, взрослую и молодую, что вот смотри, этот, например, там, не знаю, там, грудью закрыл товарища, или нам направил, как это в советских, да, направил в колонну свой самолет, пожертвовал собой, спас там целую роту, или там целый, не знаю, там, группу, там целый город условно его действия помогли спасти, или там что-то еще. И это конкретный человек, вот он конкретный, вот его биография, вот он молодец. А у нас закопали и забыли. И сейчас вот это вот в принципе и все. Вот в чем проблема этой войны. Вот в чем проблема. Нет пантеона героев, нет личного примера. Вот эти люди, которые идут в армию, да, они же смотрят, а на кого смотреть? Они смотрят по сторонам. Ну, азовцы вот эти, Белецкий там, да, вот это вот как пример. А нет какого-то там защитника. Вот те, которые с плена азовцы вернулись, да, с Мариуполя. Так а что, они сидели, отбивались. Зеленский дал приказ, они вышли на экстракшн. И вот сейчас вот там доменивают или не меняют, или тяжело меняют и так далее. А нет вот этой легенды подвига.
Подвиг нужен. Поэтому сейчас вот такая вот проблема и происходит. А война получилась Зеленского. Ненародная. А если правильно все было бы, все-таки символ сплочения, вот эта мощь сплочения 22 года были достаточно мощные. Потужные, как сейчас говорят. Потужные. Но это все конвертировали в личный пиар. Бон и втик. Потому что нужны политики и профессионалы у руля страны, а не артисты и собиратели аплодисментов и лайков. Друзья, всем большое спасибо. Хорошо пошумели. Доброй ночи. Добра